Утром человек выходит из дома и не думает, что его день когда-нибудь будут собирать по обрывкам. По расписанию поездов, по этикетке на бутылочке лекарства, по чертежу старого зала. Он покупает билет, ведет ребенка к врачу, поднимается по лестнице в клуб, где уже горят лампы. Все выглядит привычно. И именно поэтому эти истории так долго цепляют. Катастрофа не приходит с музыкой. Она прячется в инструкции, в экономии на ремонте, в одной неверной подписи, в двери, которая должна была открыться, но не открылась. А потом остаются вопросы, которые архивы отвечают не полностью. История номер 1 начинается не с удара, а с могилы. Маленькая, деревенская и почти незаметная, если не знать, зачем к ней подходят люди. На ней не два имени, а одно общее молчание. Двое детей, погибшие в железнодорожной катастрофе у Чарфилда, так и остались неизвестными. И вот здесь странность. Поезд был реальный, билеты были реальные, семьи искали пропавших, газеты писали о трагедии. Но два ребенка будто выпали из учета самой эпохи. Просто удержите эту картину. Английская деревня в Глостершире, ночь, мокрые рельсы, низкий свет фонарей, пар от локомотивов и люди, которые еще не понимают, что через несколько часов им придется решать не только кого спасать, но и как вообще узнать, кто перед ними. В 1928 году поездка по железной дороге была обычным делом, но личность пассажира держалась на очень хрупких вещах. На бумажном билете, на бирке багажа, на письме в кармане, на том, что кто-то рядом запомнил лицо. Если этого не было, человек мог стать задачей для полицейского, коронера и газетной колонки. А ребенок тем более. Он мог ехать с взрослым, но быть не вписанным ни в один список. Мог пересесть, мог иметь билет, который сгорел или потерялся в хаосе. Неприятная мысль, правда? В современном мире мы привыкли, что след остается почти везде. Тогда след легко превращался в пепел, грязь и чужое предположение. До беды все выглядело как обычная ночная работа железной дороги. Одни люди спали в вагонах, другие сортировали почту, третьи смотрели на сигналы и часы. Ночной поезд шел по расписанию, где минуты были не украшением, а правилом выживания. На линии встречались пассажирские, почтовые и грузовые составы, и каждый зависел от того, что сигнал покажет вовремя, стрелка будет переведена правильно, а машинист увидит нужный огонь в темноте. Важно понять одну вещь. Железнодорожное расследование тогда начиналось не с компьютерной записи и не с камер. Оно начиналось с людей, которые вспоминали, какой сигнал горел, когда был замечен поезд, кто слышал свисток, сколько вагонов прошло, где лежали обломки. Тормозной путь считали по следам, по положению состава, по словам машинистов и железнодорожников. Ошибка могла быть маленькой на бумаге и огромной на рельсах. Ночной свет обманывал, дождь и пар забирали видимость. Усталость тоже работала против всех. И когда у Чарфилда пассажирский состав столкнулся с грузовым, обычные предметы внезапно стали уликами. Разорванный билет, почтовый мешок, часы, остановившиеся после удара, кусок детской одежды, по которому кто-то надеялся узнать пропавшего. Но вот беда, улика не всегда дает имя. Она может только сказать, что человек был здесь. А кто именно, еще надо доказать. После крушения следователям пришлось собирать не красивую картину, а грубую мозаику. Кто купил билет, кто сел в поезд, кто доехал, кто был найден. И между этими вопросами оставалась щель. Сам момент катастрофы был коротким, но последствия растянулись на годы. Представьте себе не киношный взрыв, а тяжелое железо, которое внезапно теряет порядок. Вагоны давят друг друга, дерево трещит, металл скребет по металлу. В темноте люди сначала не понимают, остановились они или их еще тащат вперед. Потом появляется огонь. И сразу становится ясно, каждая минута теперь принадлежит не расписанию, а тем, кто может вытащить живых. Местные жители бежали к линии с фонарями. Железнодорожники работали рядом с обломками, где еще недавно были купе и коридоры. Кто-то назвал имена родных, кто-то молчал, потому что не мог назвать никого. Когда нашли тела двух детей, возник вопрос, который звучит почти невозможным после такой публичной аварии. Чьи они? Проверяли сообщения о пропавших, сверяли семьи, которые ехали в том поезде, ждали, что кто-то приедет и скажет «да, это наши», но надежного ответа не появилось. В газетах могли возникать версии, родственники могли сомневаться, местные могли помнить чужие разговоры, но следствию нужно было больше, чем похожая история. Нужна была связка. Имя, билет, свидетель, вещь, совпадение, которое выдержит проверку. А у детей все часто держалось на взрослых. Если взрослый погиб рядом, и его тоже трудно опознать, цепочка рвется. Если багаж уничтожен, рвется еще раз. Если семья бедная, разъехалась, не читает нужную газету или боится ошибиться, государственная процедура упирается в пустую стену.
Вот почему эта история не только про аварию. Она про мир, где человек мог быть рядом со всеми и все равно остаться без имени. После таких катастроф железная дорога искала причину не из любопытства. Нужно было понять, где сломалась защита. Сигнал, видимость, дисциплина, расписание, торможение. Следователи разбирали, кто что видел и почему поезд оказался там, где не должен был оказаться. Для техники это был тяжелый, но понятный разговор. Для человеческих имен все оказалось хуже. Машину можно осмотреть, рельс можно измерить. Сигнал можно проверить по журналам и словам дежурных, а личность ребенка, если сгорели документы и никто не пришел с уверенным опознанием, не измеришь линейкой. Чарфилд запомнил этих детей именно так. Не как статистическую строку, а как две маленькие неизвестности в центре большого железнодорожного дела. Их похоронили вместе, и местная память взяла на себя то, что не смогла завершить бюрократия. Цветы, рассказы, газетные вырезки, попытки поздних исследователей снова поднять старый вопрос. Иногда появлялись предположения о том, кем они могли быть, но осторожнее сказать так. Надежной точки в этой истории нет. И в этом ее холод. Не в том, что поезд сошел с нормального пути, такое, увы, случалось, а в том, что после всех протоколов, осмотров, дознаний и газетных сообщений остались двое, для которых не нашлось подтвержденного имени. Один обычный ночной рейс должен был закрыться прибытием, письмами, встречами на перроне. Вместо этого он оставил маленькую могилу, где вопрос оказался прочнее камня. А дальше в этом выпуске будут другие дни, которые тоже почему-то не закончились. История номер 2 начинается с бутылочки, которую врач держит слишком бережно. Маленький стеклянный флакон, мутноватая жидкость, бумажная этикетка, пробка под пальцем. Для родителей в больничной комнате это не химия и не наука. Это шанс, что ребенок снова сможет вдохнуть без хрипа. Дифтерия тогда приходила быстро. Горло будто запиралось изнутри. Голос садился, лицо серело, и взрослые понимали по тишине в комнате больше, чем по словам врача. В Сент-Луисе в начале 1901 года такой флакон выглядел почти чудом. Его не ставили на полку как обычную микстуру. Его доставали с осторожностью, потому что сыворотка уже спасала детей там, где раньше оставалось только ждать. И вот здесь становится неуютно. В этой истории опасной оказалась не странная подпольная смесь, не яд в темном пузырьке, не преступный эксперимент. Опасной оказалась надежная на вид медицина, сделанная серьезными людьми для настоящего лечения. Врач мог прийти вовремя, родители могли согласиться без колебаний. Доза могла быть верной, а внутри флакона все равно могло прятаться то, чего никто не видел глазами. Чтобы понять ловушку, надо на минуту выйти из палаты и пройти в конюшню. Звучит странно, но именно там начиналась передовая медицина. Лошадям вводили ослабленный дифтерийный токсин маленькими порциями, чтобы организм животного учился сопротивляться. Потом у лошади брали кровь, отделяли сыворотку, и в этой сыворотке были антитела, готовые связать яд дифтерии. Для больного ребенка это было не лекарство в привычном смысле, это была чужая защита, срочно переданная в самый опасный момент. Лошади подходили не потому, что кто-то видел в них романтику, а потому что они крупные, выносливые и дают много крови. Одна здоровая лошадь могла стать живой фабрикой спасения. Но слово «здоровая» здесь главное. В Сент-Луисе была лошадь по имени Джим. Ее использовали для получения антитоксина, и некоторое время все выглядело правильно. Бумаги, флаконы, лабораторные столы, люди в халатах. Потом у Джима обнаружили столбняк. И самая страшная деталь в том, что опасность могла уйти в бутылочке раньше, чем кто-то успевал понять, что лошадь уже заражена. Столбнячная бактерия не меняла цвет сыворотки на черный, не писала предупреждения на стекле. Флакон на столе врача выглядел так же спокойно, как вчера. Дальше все развивалось особенно жестоко, потому что сначала никто не видел одной общей причины. Ребенка лечили от дифтерии, болезнь отступала или хотя бы казалось, что шанс появился. А потом начинались другие признаки – напряжение мышц, судороги, тело переставало слушаться. Врачи сталкивались не с продолжением дифтерии, а с новым врагом, который пришел вместе с лечением. Представьте стол городской больницы. Рядом лежат записи о дозах, флаконы из одной партии, записки аптекарей и на каждом шаге вопрос. Где именно сорвалась цепь? В лошади, в крови, в фильтрации, в хранении, в подписи на этикетке. Самое неприятное в ранней биологической медицине было то, что она работала, она правда спасала, поэтому ее не хотелось подозревать первой. Если лекарство окажется чудом, рука сама тянется защищать его от обвинений. Но погибшие дети заставили смотреть на флакон иначе. Не как на обещание, а как на доказательство.
Внутри новой медицины был старый порядок. Доверие к местной лаборатории, к имени врача, к аккуратности сотрудников. Единого федерального контроля за такими препаратами еще не было. Не существовало нормальной системы, которая заранее проверяет место производства, партию, животное донора и путь бутылочки до пациента. Репутация заменяла надзор. До первой катастрофы это часто кажется достаточным. После Сент-Луиса флакон перестал быть просто делом одной больницы. Он стал аргументом, который невозможно убрать в ящик. Вскоре похожий страх усилила и другая трагедия с загрязненной противостолбнячной сывороткой в Кандоне, и вместе эти случаи подтолкнули страну к новому правилу. В 1902 году в США приняли закон о контроле биологических препаратов. Смысл был простой и очень земной. Если лекарство выращено в живом организме, государство должно знать, где его делают, кто отвечает за чистоту, как проверяют животных, как выпускают партии и что написано на упаковке. Это не убрало риск из медицины навсегда, так не бывает. Но впервые доверие начали привязывать не только к честному лицу врача, а к проверяемой системе. В этой истории нет удобного злодея. Есть врач, который хотел успеть, есть родители, которые выбирали надежду, есть лошадь в конюшне, ставшая частью лаборатории, и есть бактерия, достаточно маленькая, чтобы пройти мимо человеческой уверенности. Поэтому бутылочка из Сент-Луиса так важна. Она напоминает, что спасительное лекарство становится безопасным не в момент открытия, а тогда, когда кто-то проверяет всю дорогу от конюшни до детской кровати. Следующая забытая загадка тоже начнется с обычного предмета. Только там подозрительным окажется уже не флакон. История номер 3 начинается с самой опасной вещи на свете. С места, которое всем кажется знакомым. Ночной Бостон, 1925 год. У входа в клуб «Пиквик» мокрый асфальт блестит под фонарями, а у дверей люди стряхивают с пальто холод и городскую слякоть. Внутри тепло. Свет желтый, низкий, почти домашний. На вешалках висят тяжелые пальто, в зале двигаются пары. Кто-то смеется слишком громко, кто-то ищет знакомых через плечи других людей. Все выглядит не как начало катастрофы, а как обычный вечер, который просто затянулся до полуночи. И вот в этом самая неприятная часть. Опасность не стояла у двери с табличкой. Она была в стенах, под ногами, над головами. В старом городском здании, где за годы меняли назначение комнат, переносили перегородки, усиливали то, что бросалось в глаза, и не всегда понимали, что именно держит весь этот праздничный шум. Для посетителя клуб был клубом, для здания это была нагрузка. Танцующие люди, музыка, мебель, барная стойка, верхние этажи, вибрация, зимняя сырость, старый кирпич. Каждая вещь по отдельности вроде бы терпимая. Вместе они превращались в вопрос, на который никто в зале не собирался отвечать. Сколько еще выдержит знакомое помещение, если каждый вечер делать вид, что оно новое? Важно понять одну вещь. Такие здания редко умирают одним резким жестом. Чаще они долго торгуются с людьми. Вот трещина в штукатурке, которую можно списать на возраст. Вот дверь, которая стала закрываться хуже. Вот пол, который чуть играет под ногами, но в танцевальном зале это даже кажется частью вечера. Газеты после обрушения будут писать о проверках, разрешениях, старых стенах и переделках. Но до беды все это распадается на мелочи. Один человек заметил, другой пожал плечами, третий решил, что если клуб открыт, значит кто-то уже все проверил. Так и работает городская уверенность. Она перекладывает тревогу на невидимого инспектора. А инспектор в те годы часто приходил в мир, где современные нормы еще не успели стать привычкой. Сухой закон выдавил развлечения в полутени. Помещения приспосабливали быстро. Где вчера была торговля или склад, завтра могли появиться музыка, столики и танцы. Несущая стена при этом не становилась любезнее только потому, что на нее повесили лампы. Если в старом доме прорезали проем, убрали опору, добавили тяжелый зал или пустили наверх толпу, здание не спорило словами. Оно копило усталость. И здесь становится неуютно. Самый важный участник вечера ничего не говорил. Он скрипел, проседал, трескался, но среди разговоров и музыки эти сигналы легко казались частью фона. А потом привычный шум получает другой звук. Ни музыку, ни смех, ни каблуки по полу. Сначала, возможно, короткий хруст, такой, который мозг еще пытается объяснить чем-то безобидным. Потом удар. Пыль идет сверху и сбоку, лампы тускнеют в сером облаке, и люди на секунду не понимают, почему воздух стал густым. Пол, который только что был местом танца, перестает быть уверенностью. Дерево двигается не туда, куда должно. Кирпич сыплется вниз, балки ломаются, а веселый зал превращается в несколько темных карманов, где слышны кашель, крики и стук тех, кто пытается выбраться. Самое страшное в обрушении здания не только падение.
Это мгновение, когда план комнаты исчезает. Где дверь? Где лестница? Где был коридор? В клубе люди знали путь к гардеробу, к столу, к выходу. После удара эти знания могли стать бесполезными. Снаружи прохожие видели уже не заведение, а провал в фасаде, пыль на улице и обломки, которые еще оседали. Прибежали полицейские, пожарные, врачи, соседи. Началась тяжелая работа руками, лопатами, фонарями, без красивой техники, к которой мы привыкли сегодня. Газеты назовут десятки погибших и раненых, а город утром будет читать не просто о ночной беде. Он будет читать о том, что знакомый фасад не гарантирует безопасного здания. После таких ночей город начинает задавать вопросы, которые раньше казались занудными. Кто смотрел на стены? Кто разрешил использовать помещение именно так? Кто решил, что старая конструкция выдержит новую толпу? И почему предупреждения, если они были, не остановили вечер до того, как обрушилась кладка? В расследованиях подобных катастроф всегда есть соблазн найти одного виновного и закрыть дело. Но Пиквик неприятен тем, что показывает цепочку. Старое здание, переделки, давление бизнеса, ночная публика, инспекции, которым не хватало жесткости, времени или ясных правил, и человеческая привычка верить открытому входу. Если дверь работает, если свет горит, если внутри уже смеются, значит, наверное, можно. После бостонского обрушения разговор о безопасности стал менее отвлеченным. Несущие стены перестали быть делом только строителей. Танцевальный зал оказался не просто комнатой, а расчетом. Сколько людей, какой пол, какие балки, какие выходы, кто проверяет и кто отвечает. Это и есть урок, который старые газеты доносят лучше любого учебника. Катастрофа не всегда начинается с громкого нарушения. Иногда она начинается с маленького удобства, которое никто не захотел пересчитать. Полночь в клубе «Пиквик» закончилась не потому, что вечер был необычным. Наоборот, он был слишком обычным. А следующая забытая история снова начнется там, где люди видели порядок, пока одна деталь не решила иначе. История номер 4 начинается почти нелепо. Взрослый человек в костюме клоуна собирается плыть по реке в бочке, а город приходит посмотреть. Ни на казнь, ни на пожар, ни на королевский визит. На трюк. Просто удержите эту картину. Серое небо над Грейт-Ярмутом, река о буре, мокрые перила, дети протискиваются вперед, чтобы видеть лучше. Где смотреть удобнее всего? Конечно, с моста. Он поднят над водой, с него видно реку, берега и самого артиста. И в этот момент обычная логика зрителя уже толкает людей туда, где им быть опаснее всего. Клоуна знали как Нельсона. Газеты писали о нем как о человеке, который устраивал номер на воде. Бочка, течение, шум публики, обещание смешного риска. В середине 19 века такие зрелища собирали толпу быстро. Не было лент новостей, но была афиша, слух, лавочник у двери и мальчишка, который пробежал по улице раньше всех. Город жил курортной жизнью, хотел развлечений и верил, что если место открыто, значит оно выдержит. Вот здесь и становится неуютно. Никто не строил этот день как катастрофу. Люди не штурмовали мост со злым умыслом. Они просто выбирали лучший обзор. А лучший обзор иногда оказывается худшим местом на земле. Подвесной мост выглядел надежно именно потому, что он висел красиво. Две цепи, настил, опоры, легкая линия над водой. Для глаза это почти обещание прочности. Но ранние подвесные мосты были хитрее. Они хорошо держали то, для чего их считали. Собственный вес, проход людей, повозки в обычном движении. Нагрузка идет вниз, цепи тянут, опоры принимают усилия. Все понятно. А теперь меняем одну деталь. Толпа не идет через мост, она останавливается. Потом вся как по команде смещается к одной стороне, к перилам, потому что клоун и бочка проходят именно там, внизу. Масса становится не просто тяжелой, она становится косой. Настил начинает работать не как дорога, а как полка, на край которой навалились сотни людей. Для старой конструкции это совсем другой разговор. Важно понять одну вещь. Мост может выдержать много людей, пока они распределены ровно, и не выдержать меньшую толпу, если она давит боком и рывками. Кто-то тянет ребенка ближе к перилам, кто-то встает на цыпочки, кто-то сзади напирает, потому что тоже хочет видеть. Каждый шаг маленький, сумма огромная. В викторианском городе еще не было привычной нам культуры ограждений, расчетов потоков, лимитов на площадке для зрителей. Если улица свободна, значит народ сам разберется. Если мост стоит вчера, значит постоит и сегодня. Очень удобная вера. До первого треска. Самое страшное в этой истории не то, что мост был старым. Страшнее, что опасность стала видимой слишком поздно. Пока зрители смеялись и вытягивали шеи, конструкция уже получала нагрузку, для которой ее не берегли.
Подвесные цепи держали настил, но крепления, соединения и боковая жесткость были слабым местом многих ранних мостов. Тогда инженеры еще учились на ошибках, а города часто учились только после похорон. И вот номер подходит к тому месту, ради которого все пришли. Взгляды уходят вниз, к воде. Толпа прижимается сильнее. Мост чуть меняет положение. Сначала это могло показаться качкой. Мосты качаются, ничего особенного. Потом звук. Некрасивый кинематографический грохот, а короткая тяжелая поломка, после которой тело понимает раньше головы. Цепь или крепление сдаёт, настил проседает, люди на краю теряют опору. Передние падают первыми, задние еще не сразу понимают, что толкают уже не к перилам, а в пустоту. Несколько секунд ломают целый день. Темные пальто, детские шапки, руки, вода. Буря под мостом. Те, кто стоял дальше, могли видеть, как привычное место для прогулки превращается в ловушку. И вот что особенно горько. Многие пришли с детьми именно потому, что это был праздник, безопасное городское зрелище, смешной трюк с человеком на бочке, не риск для зрителей. Риск должен был быть на воде. После таких катастроф люди всегда пытаются вернуть событию порядок. Начинаются дознания, показания, вопросы к мосту, к владельцам, городским властям, к тем, кто разрешил зрелище. Газета превращает хаос в строки. Следствие раскладывает день на причины. Сколько было людей, где они стояли, когда мост начал крениться. Кто должен был остановить толпу. Но главный вопрос остается простым и неприятным. Почему никто заранее не увидел, что мост стал трибуной? В этом и есть нерв истории. Грейт-Ярмутская катастрофа не была только инженерной, она была городской. Конструкция имела предел, но толпа не знала этого предела. Власть видела праздник, но не считала зрителей как нагрузку. Организаторы думали о номере, а не о том, откуда его будут смотреть. Так работала эпоха до современных правил безопасности. Многое держалось на привычке, на глазомере, на уверенности, что раз раньше обходилось, значит и теперь обойдется. Потом появились более жесткие проверки, другие подходы к мостам, больше внимания к местам массовых сборов. Не сразу и не идеально, но цена урока была слишком заметной, чтобы сделать вид, будто это просто несчастный случай. В тот день клоун на бочке должен был быть центром внимания, а настоящей сценой оказался мост. Он не дождался финала. Дальше у нас будет другая газетная загадка, где обычная улица снова окажется важнее громких имен. История номер 5 начинается с предмета, который легко не заметить. Небольшая пробирка на столе, мутная капля внутри, рядом спиртовка, пинцет и лист с аккуратными пометками. Обычный рабочий день в Венском институте. Только этот день почему-то не закрылся вечером. Вена тогда любила выглядеть уверенной. Университетские коридоры, клиники, лекции, врачи в белых халатах, люди, которые уже научились видеть невидимое. Бактерии больше не были догадкой. Их выращивали, окрашивали, рассматривали под микроскопом, переносили из сосуда в сосуд. Казалось, если враг найден, значит он почти побежден. Но важно понять одну вещь. До современных боксов безопасности, вытяжных шкафов с фильтрами и строгих зон доступа оставались еще десятилетия. В лаборатории работали руками. Пробирку открывали рядом с лицом. Культуру переливали над столом. Опасность знали, но держали ее на расстоянии привычки, дисциплины и личной ловкости. И вот в 1898 году в эту ученую Вену попадает материал с чумной палочкой. Не средневековый кошмар из городских ворот, а лабораторная культура, запертая в стекле. С ней должны были работать врачи. Изучать, проверять, понимать. Ничего похожего на уличную панику. Сначала все и выглядело именно так. Белый халат, темный коридор, дверь института, которую закрывают ключом. А потом один из людей внутри почувствовал недомогание. И это еще не звучало как катастрофа. В больнице болеют даже те, кто лечат. Вот только болезнь слишком быстро начала отвечать на вопросы, которых никто не успел задать. Служитель, которого в материалах связывают с именем Бариш, не был знаменитым профессором. И в этом есть неприятная правда лаборатории того времени. На переднем плане стояли ученые, но рядом с культурой ходили и другие люди. Они мыли посуду, переносили сосуды, открывали комнаты, выносили отходы. Иногда именно они оказывались ближе всех к риску. Когда у него началась болезнь, ее сначала можно было принять за тяжелую инфекцию. Жар, слабость, мучительный кашель. Но чума в легочной форме страшна не только названием. Она передается иначе, чем образ из старых рассказов про крыс и блох. Если поражены легкие, заразная мокрота и мельчайшие капли при кашле становятся опасными для тех, кто стоит рядом. Вот здесь история меняет форму. Это уже не вопрос, разбилась ли пробирка.
Это вопрос, кто вдохнул воздух в нужную, вернее, в страшно неправильную минуту. Больного переводят под наблюдение. Врачи пытаются понять, что именно перед ними, и чем точнее становится подозрение, тем хуже выглядит сама больничная логика. Чтобы распознать болезнь, к человеку нужно подойти. Чтобы помочь, нужно остаться рядом. В клинике Нотнагеля за пациентом ухаживали врачи и персонал. Среди них был доктор Герман Мюллер. Он не герой бронзового памятника, а человек своей профессии. Осмотр, температура, дыхание, мокрота, попытка уловить ход болезни по телу больного. Для нас это звучит как протокол. Для него это было лицо пациента на расстоянии вытянутой руки. Позже именно вокруг первого звена останется спор. Где случился прокол? При работе с культурой, при уборке, при переносе материала, при контакте с уже заболевшим человеком. Одного красивого ответа не получилось, и от этого история только холоднее. Потому что опасность не вошла через распахнутую дверь. Она могла пройти через обычное движение руки. Самый неуютный момент в этой главе не в слове «чума». Он в том, что врачи уже понимали микробную природу болезни, но еще не имели той защиты, которую мы сегодня считаем нормой. Не было прозрачного барьера между дыханием больного и лицом врача. Не было одноразовых масок в нашем смысле. Не было привычной культуры, где каждая проба живет внутри отдельного слоя правил. Представьте себе комнату, где все вдруг становится подозрительным. Ручка двери, край простыни, стеклянная пипетка, носовой платок, кашель за перегородкой. Газовый свет дрожит на белой плитке, кто-то несет таз с дезинфицирующим раствором, а в коридоре стараются говорить тише, хотя тишина ничего не решает. Когда заболел Мюллер, случай перестал быть несчастьем одного сотрудника. Теперь это была цепочка. Лаборатория смотрела на больницу, больница смотрела на лабораторию, и обе стороны пытались понять, где именно на карте здания появилась невидимая линия. Комнаты закрывали, вещи обрабатывали, доступ ограничивали. В газетах писали «осторожно», потому что слово «чума» могло сделать больше шума, чем любой колокол. Но осторожность не отменяла факта. Люди умирали не в далеком порту, не на окраине империи, а в одной из самых образованных медицинских сред Европы. Там, где болезнь должны были изучать под стеклом, она вдруг оказалась у постели. Это особенно трудно принять. Наука не стояла против суеверия. Наука стояла против микроба, которого сама держала в руках. В такие минуты прогресс выглядит не как прямая дорога, а как узкий стол между двумя опасностями. С одной стороны – незнание, с другой – слишком близкое знание. Чтобы научиться защищать других, врачи подходили к тому, от чего сами могли не уйти. После венского случая остались не только некрологи и тревожные заметки. Остался урок, который медицина усваивала медленно и дорого. Опасная культура не просто образец для исследования, это участник события. Ее нельзя считать мертвой вещью, пока она способна размножаться, попадать в воздух, оставаться на стекле и искать следующий организм. Расследование внутри собственных стен оказалось почти таким же трудным, как лечение. Врачи привыкли искать источник снаружи. Грязная вода, порт, барак, рынок, корабль. А здесь источник мог лежать на лабораторном столе, быть перенесен халатом, коснуться руки служителя, а потом перейти в дыхание пациента. Учреждение должно было смотреть на себя как на место риска. Для ученой гордости это неприятное зеркало. Из таких историй выросла новая дисциплина поведения. Не один великий приказ, не мгновенное прозрение, а множество правил, которые потом станут обычными. Отдельные помещения, ограниченный доступ, защитные барьеры, учет культур, осторожность с аэрозолями, жесткая дезинфекция. Сегодня это звучит скучно, но за этой скукой стоят люди, которые платили за каждую строчку инструкции. И все же точка в деле не выглядит идеально ровной. Даже если принять основную версию лабораторного заражения, детали остаются зыбкими. Кто вдохнул первым, какая манипуляция стала решающей, был ли это один контакт или цепь мелких нарушений, каждая из которых по отдельности казалась безопасным. В архиве иногда страшнее не тайна, а недосказанность. Пробирка из Венского института напоминает не о том, что наука была безрассудной, скорее о том, что она училась на расстоянии собственного дыхания. Белый халат тогда защищал прежде всего честь профессии, а не тело человека. И в этом вся разница. Дальше у нас будет другой обычный день. Там опасность придет не из лаборатории, а из места, где люди просто ждали новостей. История номер 6 начинается с человека, который ночью смотрит не на воду, а на линию в земле. Тонкую, темную, почти обычную. У новой плотины Дейл-Дайк над Шеффилдом сторожа видят трещину в насыпи, и сначала это еще не катастрофа.
Это просто неприятность, которую хочется объяснить морозом, дождем, осадкой грунта. Но бывает. Новое сооружение живет, проседает, привыкает к весу воды. Но за этой линией стоит целый город. Внизу по долине спят рабочие семьи, стоят мельницы, мастерские, каменные дома у ручья. Шеффилд к тому времени жадно растет. Сталь, ножи, фабрики, грязная вода, тесные улицы – все требует больше воды. Не роскоши, а топлива для города. Вода нужна котлам, станкам, прачечным, кухням, пожарным бочкам, поэтому новый водоем наверху кажется победой разума. Долину перегородили земляной плотиной, чтобы город наконец получил запас. И вот здесь становится неуютно. Победа стоит в темноте, полная почти до края, а люди с фонарями пытаются понять, почему ее тело пошло трещиной. Важно понять одну вещь. Земляная плотина не похожа на каменную стену, которая просто держит напор. Она больше похожа на огромный спрессованный холм с характером. Внутри есть глина, камень, дренажи, водоспуски, места соединений, и вода ищет путь через все это терпеливо, без злости. Если где-то материал уложен хуже, если труба проходит не идеально, если глиняное ядро не держит, вода сначала просачивается тонко, потом выносит песок, потом делает ход шире. Снаружи это может выглядеть как мокрое пятно или маленькая струйка, но внутри уже идет работа, которую человек почти не видит. При первом наполнении водохранилища риск особенно коварный. Плотина еще не доказала, что выдержит полный напор, а город уже смотрит на нее как на готовую машину. Инспекция в такие недели решает больше, чем торжественная речь при открытии. Надо ходить, щупать, измерять, спорить, закрывать задвижки, открывать водоспуск, снижать уровень. И в ту ночь у Дейл Дайк вопрос был простым, только на бумаге. Трещина безопасная или уже поздно? В отчетах потом появятся аккуратные слова про насыпь, фильтрацию и дефекты, но у фонаря это выглядело иначе. Мокрая земля, темная вода и люди, которые не знают, сколько у них осталось времени. Плотина не рухнула, как театральная декорация. Сначала она уступала по частям. Где-то вода нашла слабость, где-то грунт перестал быть массой и стал потоком. Представьте себе темную чашу водохранилища, прижатую к узкой долине, и внизу крошечные огни домов. Когда разрыв пошел, человек рядом мог услышать не один громкий взрыв, а тяжелое низкое движение земли и воды. Насыпь проседает. Черная вода давит в образовавшуюся брешь. Брешь растет быстрее, чем ее можно понять. Вода уже не просачивается, она вырывает себе дорогу. Дальше начинается то, ради чего сухие отчеты читать почти больно. Поток уходит вниз по Локсли и дальше к Шеффилду, забирая мосты, стены, дворы, кровати, инструменты, животных, людей. Ночью особенно страшно то, что предупреждение бежит медленнее воды. Кто-то просыпается от шума, кто-то успевает открыть дверь и видит не улицу, а движущуюся темноту. Каменные дома, которые днем кажутся надежнее всего на свете, внезапно стоят не против дождя, а против водяного тарана. И все это из сооружения, которое еще вчера считали признаком прогресса. Не дикостью природы, не старой бедой, новым городским решением. Утром катастрофа стала бумагой. Газетные полосы, списки погибших, заявления о компании, вопросы к инженерам, грязные ботинки у дверей, где ждали компенсации. Погибли сотни людей, и точные цифры в разных пересказах иногда требуют проверки по спискам, потому что за каждым числом были семьи, жильцы, подмастерья, дети. Расследование пыталось разложить ночь на причины. Качество насыпи, устройство водоспуска, трещины, наблюдения, подряд, расчет. Это очень викторианский момент. Империя строит быстрее, чем успевает выработать привычку признавать инженерный риск перед теми, кто живет ниже. После таких катастроф вина редко лежит в одном кармане. Природа дала дождь и воду, но форму беде дали чертежи, земляные работы, спешка, доверие к новой технике и слабый контроль при первом наполнении. Потом началась еще одна борьба, тише самой волны, за деньги. Пострадавшие подавали требования, оценивали дома, станки, товар, погибший скот, утраченный заработок. Юридическая культура компенсации в XIX веке росла именно на таких руинах, когда промышленный прогресс впервые получал счет от людей из долины. Поэтому трещина Дейл Дайк важна не только как начало наводнения. Она показывает момент, когда город понял, вода наверху не бывает просто запасом. Иногда это долг, удержанный землей. А следующая забытая загадка снова начнется с обычной детали, которую кто-то не успел принять всерьез. История номер 7 начинается с человека, которого уже успели похоронить без могилы. Не в земле, не в церковной книге, а в головах соседей. Он просто вышел из дома за деньгами и не вернулся.
Обычная дорога, мокрая после дождя, несколько миль до соседней деревни, разговор о долге, который надо закрыть. Ничего героического, ничего страшного. И именно поэтому тревога пришла не сразу. В Чиппинкэмпдоне 17 века люди хорошо знали, кто куда ходит, кто кому должен, кто задержался в трактире, а кто свернул к мельнице. Уильям Харрисон был не случайным прохожим. Он служил при доме леди Кэмпден, занимался хозяйственными делами, собирал деньги. Такой человек мог опоздать, но не раствориться. Вечером его сын отправил слугу Джона Перри искать хозяина. Вот тут и появляется первая трещина. Перри тоже пропал на несколько часов. Вернулся один и принес не ответ, а новую тревогу. Потом нашли вещи Харрисона. Шляпу, плащ, следы, которые хотелось принять за доказательства. Просто удержите эту картину. Деревня после дождя, грязная дорога, мокрая ткань в руках и рядом люди, которым уже кажется, что они знают финал. Тела нет. Но в деревне тело иногда заменяет уверенность. Сейчас нам легко сказать «нет тела, значит дело хромает». Но тогда расследование держалось не на лаборатории, не на фотографии, не на карте звонков. Оно держалось на людях. На том, кто что видел, кто кому поверил, кто испугался первым. Слугу Джона Перри начали допрашивать. И он повел себя так, как в суде очень не любят. Путался. Сначала говорил одно, потом другое. То видел следы, то не видел. То подозревал каких-то людей, то вдруг указал на самых близких. На свою мать Джоан и брата Ричарда. Важно понять одну вещь. Признание в ту эпоху могло звучать громче, чем отсутствие главной детали. Если человек сам говорит о преступлении, суду уже легче построить вокруг этого порядок. Мотив найдут, сцену дорисуют, молчание соседей станет подозрительным, бедность семьи станет почти уликой. И вот здесь становится неуютно. Джон Перри не просто признался. Он втянул в историю мать и брата, а потом начал отступать, менять слова, будто сам не выдерживал того, что произнес. Но машина уже двигалась, деревне нужна была развязка. Харрисон исчез, его вещи найдены. Слуга говорит о насилии. Значит, кто-то должен ответить. Судебный зал не был похож на холодный механизм из будущего. Это были свечи, темное сукно, перья, восковые печати и люди, которые слушали слова как последнюю надежду на порядок. Перед ними стояли Джон Перри, его мать Джоан и брат Ричард. Тела Уильяма Харрисона по-прежнему не было. Никто не мог показать рану, никто не мог сказать, где лежит убитый. Но признание уже дало делу скелет, а слухи нарастили на него плоть. Так в раннее новое время и работала опасная логика. Если община уверена, а обвиняемый под давлением сказал нужные слова, сомнение становится слабым голосом в углу. Приговор оказался смертным. Троих отправили на казнь за убийство человека, которого никто не нашел. Представьте себе эту последнюю минуту. Грязная дорога уже позади, толпа стоит близко, веревка движется в руках палача. Джоан Перри, пожилая женщина, смотрит не на протокол, а на лица соседей. Ричард молчит. Джон, возможно, понимает, что его собственные слова уже нельзя забрать обратно. И самое страшное здесь не темнота века. Самое страшное, что суд чувствовал себя уверенно. А потом мертвый человек вернулся. Через время после казни Уильям Харрисон снова появился в Англии. Живой, изможденный, с рассказом, который сам звучал как отдельная загадка. Он говорил, что на дороге на него напали, ранили, увезли. Потом он оказался далеко, почти у моря чужой жизни, и только позже смог добраться назад. В этой части есть спорные места, и историки до сих пор осторожны с деталями его рассказа. Но для дела Перри главное было не в этом. Главное было проще и страшнее. Человека, за убийство которого уже повесили троих, никто не убивал. Одно возвращение разрушило всю уверенность суда. Не мягко, не постепенно, а сразу. Вчера признание оказалось ключом, сегодня оно стало ловушкой. Вчера отсутствие тела объясняли хитростью преступников. Сегодня оно оказалось фактом, который не захотели услышать. Поэтому Кэмден Вондер вспоминает не только из-за странного исчезновения. Это история о деревне, которая хотела конца раньше, чем появились доказательства. О суде, где слова измученного человека перевесили пустое место на дороге. И о цене, которую заплатили те, кто уже не мог вернуться вместе с Харрисоном. Иногда самый важный свидетель входит слишком поздно. Следующая история тоже начнется с обычного маршрута. Но там исчезнет уже не человек, а вся логика происходящего. История номер 8 начинается с очень тихой сцены. В комнате валлийской фермы сидят 4 женщины и смотрят на детскую кровать. На кровати лежит Сара Джейкоб. Рядом белые простыни, керосиновая лампа, блокнот, в котором надо отмечать главное, к девочке не должна попасть еда. Просто удержите эту картину.
Взрослые люди не кормят ребенка не потому что забыли, а потому что считают это проверкой истины. За окном декабрьский холод, в доме бедно, тесно, обычная фермерская жизнь. Но вокруг этой кровати уже стоит невидимая толпа. Газетчики, соседи, врачи, верующие читатели. Все хотят знать, правда ли девочка из Ланвихангел-ар-Арт может жить без пищи. Такие истории в викторианской Британии не казались чистой сказкой. Тогда еще спорили о границах тела, о нервах, об истерии, о чудесах, о божьем знаке. Если ребенок не ест и остается жив, это не только семейная странность, это репутация, это паломники у дверей, это внимание газет, это деньги, подарки, уважение, которого у бедной семьи почти не бывает. И вот здесь становится неуютно. Чем больше на Сару смотрели, тем труднее было признать простую вещь. Возможно, перед ними не чудо, а девочка, которую надо накормить. До этой вахты все росло почти домашним способом. Сара болела, ослабела, потом вокруг нее закрепилась молва. Она будто бы перестала есть. Семья принимала посетителей, и каждый новый рассказ делал историю крепче. В деревне такое быстро становится общим делом. Один видел девочку бодрой, другой слышал, что она держится уже много недель, третий решил, что перед ним благочестивая тайна, а не медицинская проблема. Для бедной семьи это была опасная смесь. Ребенок превращался в доказательство добродетели дома. Если Сара чудесная, значит родители не обманщики, а избранные свидетели. Если обман раскрыт, стыд падает на всех. Врачи тоже не стояли в стороне. Им хотелось проверить случаи по-настоящему, без шепота соседей и ночных подозрений. Но викторианское наблюдение легко переходило в эксперимент, даже когда никто не произносил этого слова. Решение выглядело аккуратно. Поставить надежных женщин, не подпускать пищу, записывать состояние. На бумаге это похоже на порядок. В комнате это уже другое. Потому что объектом проверки была не лампа, не механизм и не химический раствор. Это был живой ребенок. И если чудо окажется ошибкой, цена будет считаться не в строках отчета, а в дыхании Сары. Вахта началась как проверка и быстро стала ловушкой. Наблюдательницы должны были следить, чтобы никто тайком не дал Саре еды. Значит, каждый жест в комнате получал смысл. Чашка, рука матери, край одеяла, движение у рта. Все это надо было остановить или записать. Но у такого порядка был страшный перекос. Женщины охраняли правила, а не здоровье девочки. Сара ослабела. Ее голос становился тише. Тело переставало справляться. Можно спорить, кто в какой момент понял опасность, но сама сцена ясна до холода. Взрослые сидят рядом и видят, что ребенок угасает. И все равно ждут, пока проверка докажет то, ради чего ее устроили. Здесь врачебное любопытство встретилось с семейным упрямством. Родители, судя по материалам дела, не хотели отказываться от образа чудесной дочери. Врачи хотели чистого результата. Газеты уже превратили историю в событие, а Саре в этой системе оставалось только лежать. Декабрьский свет уходил из окна. Лампа горела желтым пятном. В блокноте появлялись новые отметки. Не подали еды, не замечена пища, наблюдение продолжается. И это самое страшное слово в этой истории. Продолжается. Когда Сара умерла, история перестала быть странной газетной загадкой. Она стала судебным делом. Родителей привлекли к ответственности, и теперь вопрос звучал уже не мистически. Не ела ли девочка тайком? Не было ли чудесного дара? Главный вопрос стал жестче. Кто обязан был спасти ребенка, когда проверка начала убивать его на глазах? Суд по делу о непредумышленном убийстве показал то, что в комнате не хотели назвать вслух. Родительская власть не бесконечна. Вера семьи не отменяет обязанности кормить и лечить, а врачебный интерес не дает права смотреть на ребенка как на опыт, если опыт может закончиться смертью. Для викторианской публики это было болезненно, потому что рушились сразу несколько удобных версий. Чудо оказалось не утешением, а прикрытием. Газетная слава не принесла защиты, наблюдение не стало заботой. 4 женщины у кровати вошли в эту историю не как злодейки из темного романа, а как часть системы, где каждый делал свою маленькую правильную вещь, и вместе они сделали непоправимое. Поэтому дело Сары Джейкобс вспоминают не из-за вопроса, сколько дней человек может прожить без еды. Его вспоминают из-за более простого ужаса. Иногда взрослые так старательно доказывают факт, что перестают видеть ребенка.
А дальше у нас будет еще один обычный день, где ошибка сначала выглядит почти разумно. История номер 9 начинается не с гибели, а с очень бодрого утра. На арктическом берегу люди держат мокрые канаты, шелковая оболочка огромного шара шевелится на ветру, а трое мужчин собираются сделать то, что звучит почти разумно. Просто перелететь к Северному полюсу. Не идти месяцами по льду, не тянуть сани до изнеможения, а подняться над всей этой белой мясорубкой и дать ветру выполнить тяжелую работу. Красиво, правда? Вот именно это и опасно. Летом 1897 года Соломон Андре готовил аэростат «Орел» на Шпицбергене. Рядом были Нильс Стринберг с фотокамерой и Кнут Френкель, инженер и физик. У них были сани, лодка, провизия, приборы, дневники и уверенность, что техника уже достаточно выросла для полярной дерзости. Но в этой картине есть маленькая неприятная деталь. Воздушный шар не был самолетом. Он не мог выбрать маршрут, как капитан выбирает курс. Он мог только торговаться с ветром. Андре придумал систему волочащихся канатов. Они должны были тянуться по льду и воде, притормаживать шар и помогать чуть менять направление. На бумаге это выглядело умно. На мокром арктическом берегу канаты быстро стали не инструментом управления, а лишним весом. И пока зрители видели смелый старт, сама экспедиция уже начинала платить за свою главную идею. Самое странное в этой истории то, что катастрофа не хлопнула дверью сразу. Орел поднялся, люди внизу махали, шар уходил над льдом, и на несколько минут вся затея выглядела победой. А потом началась физика. Водород не сидит в оболочке послушно. Он просачивается, особенно если ткань, швы и пропитка сделаны техникой конца 19 века. Газ уходит, подъемная сила падает, и шару приходится сбрасывать балласт. Сначала это кажется нормальной процедурой, потом вдруг становится понятно. Каждый сброшенный мешок покупает не путь к полюсу, а еще немного времени в воздухе. Волочащиеся канаты цеплялись, намокали, тяжели, часть их пришлось потерять почти сразу. Управляемость, на которую так рассчитывали, исчезала вместе с ними. Добавьте холод, добавьте влажный туман. Добавьте лед, который может сесть на оболочку и превратить легкую конструкцию в уставшее животное, тянущее вниз. Важно понять одну вещь. Они летели не в пустом небе, а внутри постоянного расчета веса. Еда весит, приборы весят, фотопластинки весят. Даже записи, которые потом станут бесценными, в тот момент были еще одной вещью в корзине. Через несколько десятков часов после старта мечта о спокойном перелете кончилась. Шар то касался льда, то снова поднимался, скреб канатами, терял высоту. И вот здесь становится неуютно. Трое людей наверху могли видеть, как их блестящий план превращается в медленную посадку, туда, откуда они как раз хотели не идти пешком. Когда шар окончательно сел на лед, это не было красивым финалом полета. Скорее, тяжелая остановка посреди белой подвижной дороги. Под ногами не земля, а льдина, которая сама куда-то едет. Вокруг сани, ящики, лодка, приборы, еда, мокрые вещи и огромная шелковая оболочка, больше не похожая на чудо прогресса. Теперь началась вторая экспедиция, гораздо менее эффектная. Нужно было идти. Они выбрали направление, перекладывали груз, считали припасы, записывали погоду. Стринберг продолжал работать с камерой, и в этом есть что-то почти упрямое. Человек ставит фотопластинку, когда вокруг нет ни города, ни помощи, ни уверенного маршрута. Но лед не был дорогой, он дрейфовал. Ты идешь на юг, а поле под тобой может нести тебя в другую сторону. Ты тащишь сани через торосы, а вечером выясняется, что карта смеется над твоими усилиями. Полярная логистика здесь проста и жестока. Все нужное надо нести самому, но чем больше несешь, тем медленнее идешь и тем больше ешь. Они пытались двигаться к складам и островам, меняли планы, ослабевали. Дневник в таких условиях уже не литература. Это способ удержать порядок. Записал температуру, направление, состояние льда, значит, день не распался полностью. Последний лагерь оказался на Белом острове, Квитое. Белый остров звучит почти мягко, но это место без мягкости. Камень, лед, ветер, мокрые палаточные стенки. Причина их смерти до конца не закрыта. Называют холод, истощение, болезнь, отравление мясом белого медведя. Надежного ответа нет. Есть только лагерь, вещи и записи, которые оборвались. А дальше в этой истории возникает самая тихая часть. 33 года никто не знал, где именно закончился путь Орла. Были догадки, газетные версии, героические портреты, разговоры о смелости и безумии, но реальной сцены финала не было. Она лежала под снегом.
В 1930 году на Квитойе нашли лагерь. Нашли останки, сани, лодку, вещи, дневники и фотопластинки. Черные прямоугольники на белом снегу. Почти невозможная сохранность. И вдруг исчезнувшая экспедиция заговорила не легендой, а бытовыми подробностями. Как летели, как садились, как шли, что еще пытались делать. Для науки и для памяти это было больше, чем сенсация. Дневники сняли с истории лишний блеск. Они показали, что провал родился не из одного страшного удара, а из суммы ограничений. Водород уходил, канаты не слушались. Лед не был неподвижной картой. Холод портил материалы и людей. А человек, даже очень умный и храбрый, не отменяет вес, ветер и трение. Просто удержите эту картину. На снегу лежит фотопластинка, которую кто-то нёс через торосы, хотя мог выбросить ради облегчения. Рядом дневник, где день за днём сохранялась попытка понять, что происходит. Последняя записка орла оказалась не посланием с неба, а следом карандаша в промёрзшей тетради. Полюс они не взяли, зато оставили редкий документ о том, как мечта ломается не сразу, а по грамму, по капле, по мокрому канату. А следующая забытая загадка начнется уже не в воздухе, а там, где обычная бумага пережила людей, которые ей доверились. История номер 10 начинается почти смешно. Люди стоят на платформе Курон и спорят не о жизни, не о смерти, а о возврате билета. Поезд задержан, кто-то опоздает домой, кто-то уже устал ждать объяснений. В парижском метро тогда еще нет привычного нам голоса из динамиков, нет светящихся табло, нет понятного сценария для толпы. Есть служащие, касса, жетоны, афиши на стенах и желтый электрический свет, который кажется признаком будущего. Просто удержите эту картину. Вечер 10 августа 1903 года. Метро в Париже работает всего несколько лет и выглядит чудом. Город спускается под землю без особого страха, потому что новая техника обычно продает себя как порядок. Поезд пришел, поезд ушел, двери захлопнулись, все рассчитано. Но на линии уже началась неприятность. Один состав с деревянными вагонами дает сбой. Его пытаются убрать, тянут дальше, потом возникает пожар. На соседних станциях об этом знают кусками. Пассажиры на Курон знают еще меньше. Для них это пока не катастрофа, это задержка. А задержка в метро раздражает сильнее, когда ты уже заплатил. Вот здесь становится неуютно. Самая опасная вещь в тот вечер не выглядела опасной сразу. Деревянный вагон, электромотор, кабели под днищем, искры, перегрев. Раннее метро еще училось жить с электричеством, но вокруг электричества было слишком много дерева, лака, ткани и тесного воздуха. Когда состав загорелся, его не сразу превратили в границу, за которую нельзя. Его пытались двигать. Это логично для службы движения. Убрать неисправный поезд, освободить линию, не останавливать город. Только в тоннеле такая логика быстро становится ловушкой. Дым не рассеивается, как на улице. Он ищет ход, идет по тоннелю, цепляется за своды, давит вниз. Вентиляция слабая, выходов мало, а человек под землей думает не как инженер. Он ищет того, кто скажет, куда идти. На Курон толпа ждет решения от администрации. Кто-то требует деньги назад, кто-то хочет поехать дальше. Служащие пытаются сдержать людей, но у них тоже нет отработанного языка аварии. Не хватает простого приказа, который все поймут сразу. И пока спор продолжается, воздух уже перестает быть обычным воздухом. Потом привычный мир ломается очень быстро. Свет мигает, гаснет, возвращается пятнами или исчезает совсем. Для пассажира это хуже самого известия о пожаре. Огонь где-то там, а темнота уже здесь. Дым заходит на платформу и делает станцию другой комнатой, ниже, теснее, без краев. Люди двигаются к выходу, но не все понимают, где он. Кто-то идет за толпой, кто-то разворачивается, кто-то, возможно, думает, что безопаснее остаться на платформе, потому что тоннель кажется страшнее. И это страшная правда раннего метро. Оно умело перевозить массу людей, но еще плохо умело объяснять массе людей, как спасаться. В обычный день пассажир подчиняется маршруту, в аварийный день маршрут исчезает. Остаются лестницы, узкие проходы, дым и чужие плечи перед лицом. На станции Курон погибло много людей, и большая часть смертельной опасности пришла не от пламени, как в театральной сцене. Убивал дым, жаркий, едкий, лишающий сил. В темноте человек делает 2 шага и уже не знает, назад он идет или вперед. А наверху Париж все еще живет своим вечером. Когда дым ушел, спор о билетах стал самой горькой деталью этой истории. Люди пришли в метро с обычной претензией к сервису, а попали в систему, где прогресс обогнал безопасность.
После катастрофы уже нельзя было делать вид, что подземная железная дорога отличается от улицы только крышей над головой. Деревянные вагоны стали проблемой, которую больше не спрячешь за расписанием. Электрические цепи потребовали защиты, а служащие потребовали не только формы и свистка, но и понятных инструкций. Важно понять одну вещь. Метро опасно не потому, что оно под землей. Оно опасно, когда в нем много людей, мало воздуха, мало света, и никто заранее не решил, кто говорит толпе правду первым. Курон запомнили как пожар, но в центре истории стоит управление аварией. Как быстро остановили движение, куда направили людей, что знали служащие, как вел себя дым. Именно из таких вопросов потом вырастает современная безопасность, сухая на вид и бесценная в тот момент, когда лампы вдруг гаснут. В следующей истории обычный день тоже не закроется вовремя. Только там опасность придет не из тоннеля, а из того, что все слишком долго считали мелочью. История номер 11 начинается с места, где человек должен был просто доехать до Парижа. Без погони, без громкого скандала, без последней записки на столе. Луи Лепрен садится на поезд в Дижоне, и дальше у этой поездки появляется странная дыра. Билет есть, родственники есть, дела, которые ждут его впереди, тоже есть, а вот самого пассажира в Париже уже нет. Просто удержите эту картину. Французская станция, конец лета, дорожный саквояж, дым от паровоза, люди с чемоданами, которые думают о пересадках, письмах и ужине. Лепренс не выглядит человеком, который собирается раствориться. Ему около 50. Он изобретатель, художник по образованию, человек с руками, которые привыкли к винтам, стеклу и свету. В его жизни есть вещь, которая тогда еще не стала привычной – движущаяся картинка. И вот в этом самое неприятное. Он исчезает не после провала, а перед возможным признанием. За плечами у него уже были опыты с камерой, где последовательные изображения должны были ожить на экране. В Англии он снимал короткие сцены, людей в саду, движения на мосту, простые вещи, которые сегодня кажутся первыми глотками кино. Но в ту минуту это еще не кинотеатр, не афиша и не индустрия. Это спорная техника, набор аппаратов, патентов, свидетельств и обещаний. Лепренс едет не в пустоту. Он должен встретиться с семьей, затем по планам двигаться дальше, где его работу можно было показать и защитить. И поездка из Дижона в Париж выглядит обычной, почти скучной. Именно поэтому она так цепляет. Иногда загадка начинается не с крика, а с расписания, в котором одна строка вдруг перестает сходиться. Первая трещина появляется там, где обычно все проверяется быстро. Человек вышел из дома, сел в поезд, доехал, вышел на перрон, но у Лепренса эта цепочка обрывается между двумя городами. Его брат видел его перед отъездом, в Париже его ждали. Между этими точками остается купе, в котором будто стерли пассажира вместе с багажом. Важно понять одну вещь. В 1890 году поезд был не камерой наблюдения на колесах. Никаких цифровых следов, никаких турникетов с базой данных. Проводник мог запомнить лицо, сосед по купе мог потом что-то сказать, багаж могли отметить, но все держалось на людях и бумагах. А люди ошибаются, бумаги теряются. И если человек исчезал аккуратно, без драки и без тела, система быстро становилась беспомощной. С исчезновением Лепренса проблема стала шире семейной беды, потому что его работа касалась права первенства. В раннем кино было мало одной удачной съемки. Нужно было доказать, что аппарат существовал, что он работал, что чертежи были поданы, что свидетели видели демонстрацию, что патент описывает именно то, что потом начнет приносить деньги. Изобретение тогда закреплялось не аплодисментами, а бумагой с формулировками. Звучит сухо, но на деле это почти драматургия суда. Один человек говорит, что видел движущиеся изображения, другой показывает чертеж, третий спрашивает, можно ли по этому чертежу собрать рабочую машину. Семья хранит пластины, модели, письма, конкуренты несут свои заявки, и каждый лишний день решает, кто в будущем окажется изобретателем в учебниках, а кто станет сноской. И вот здесь становится неуютно. Лепренс исчезает как раз в момент, когда живой свидетель был особенно нужен. Не портрет на стене, не легенда, а человек, который мог прийти, открыть футляр, объяснить механизм и сказать «вот как я это сделал». Дальше вокруг пустого места начинают расти версии. Самая громкая, конечно, связана с конкурентами и будущей борьбой за кино. Если человек мог опередить больших игроков, кому-то могло быть выгодно убрать его с дороги. Эта мысль звучит эффектно, слишком эффектно. Документы не дают нам красивого злодея, который выходит из тени у вагона. Есть и другие объяснения. Несчастный случай, самоубийство, добровольный побег, семейный конфликт, ограбление.
Каждая версия пытается закрыть дыру своим ключом, но замок не щелкает. Нет тела, нет надежной сцены преступления, нет признания, нет вещи, которая ставит точку. Остается набор следов, и каждый след слишком короткий. Зато точно видно, что исчезновение не исчезло само. Оно потом вернулось в судах. Когда начались патентные споры вокруг устройств для движущихся изображений, имя Люпренса стало не просто семейной болью, а юридическим аргументом. Его сын Адольф пытался доказывать, что отец был раньше других. Он говорил о работах, демонстрациях, механизмах. И в этом есть горькая деталь. Сын защищал не только память отца, но и место отца в будущей отрасли, которая быстро училась зарабатывать. Патентная система той эпохи была похожа на узкий мост. По нему одновременно шли инженеры, инвесторы, юристы и люди с очень большими амбициями. Если ты первый придумал, но плохо оформил, тебя могут обойти. Если оформил, но не показал работу, тебя будут давить вопросами. Если показал, но исчез, за тебя говорят бумаги. А бумага, даже хорошая, в суде звучит тише живого человека. Поэтому история Люпренса так плохо укладывается в простую фразу. Он был настоящим отцом кино, но его украли. Возможно, он действительно был ближе к этому титулу, чем долго признавали. Но честнее сказать иначе. Его исчезновение сделало доказательство первенства почти невозможной задачей. Камера осталась, свидетели остались, а главный объясняющий исчез из купе. Самый сильный кадр этой истории, пожалуй, не в саду, где люди идут перед ранней камерой, и не в мастерской, где щелкает механизм. Самый сильный кадр вообще никто не снял. Дверь вагона открывается, пассажиры выходят, носильщики хватают багаж, пар стелется у колес. Кто-то смотрит в расписание, кто-то ищет знакомое лицо. И в этом движении нет одного человека, без которого потом придется спорить о начале кино. Официальная история любит ясные точки. Тут первая демонстрация, тут первый аппарат, тут первый коммерческий успех. Но ранний кинематограф рос не так аккуратно. Он возникал сразу в нескольких мастерских, в разных странах, из фотографии, оптики, химии, механики и денег. Одни умели снимать, другие умели показывать, третьи умели защищать права. Побеждал не всегда тот, кто первым увидел идею. Часто побеждал тот, кто сумел довести ее до публики и суда. Люпренс в этой картине остается человеком на границе. Не мифическим мучеником, которому надо верить на слово, и не случайным чудаком с коробкой линз. Он был реальным изобретателем с патентами, аппаратами, семейными показаниями и следами опытов. Но его последняя поездка превратила технический спор в детектив без финальной страницы. И может быть именно поэтому эта загадка держится дольше многих громких исчезновений. Она касается не только вопроса, куда делся человек. Она касается вопроса, как мы вообще решаем, кто был первым. По вещам, по бумагам, по словам тех, кто дожил до суда, по демонстрации, которую кто-то успел увидеть, а иногда по пустому месту в поезде. Следующая история тоже начнется с обычного дня. Только там исчезнет не пассажир, а уверенность, что найденное письмо говорит правду. История номер 12 начинается с очень красивой вещи. На шляпке лежат зеленые цветы. Такие яркие, будто их только что сняли с летнего куста. В лондонской витрине это выглядит почти дерзко. Мокрая улица, серое пальто, копоть на стекле, и вдруг этот чистый, свежий зеленый цвет. Покупательница могла остановиться именно из-за него. Не из-за формы шляпы, не из-за ленты. Из-за зелени, которая обещала весну посреди грязного города. А теперь перенесем эту шляпку на несколько улиц назад, туда, где она еще не товар. Там не салон, а мастерская. Стол липнет от сырости. В корзинах лежат бумажные листья и лепестки. Девушки берут заготовки, красят, сушат, собирают цветы на проволоку. Работа тонкая, почти домашняя. Кажется, что опаснее всего здесь уколоть палец. Одну из таких работниц звали Матильда Шойер. В газетах ее имя всплыло после смерти, но до этого она была просто молодой девушкой за рабочим столом. У нее были пальцы, которые целый день касались зеленой краски. Пыль садилась под ногти, на губы, на еду, на рукава. И вот здесь становится неуютно. Самый модный цвет в комнате был еще и самым подозрительным предметом. В середине 19 века зеленый был не просто цветом, он был обещанием достатка. Обои, платья, перчатки, игрушки, искусственные листья, коробки с конфетами – все хотело быть ярче, свежее, заметнее. Проблема была в цене этой яркости. Многие зеленые пигменты делали с соединениями мышьяка. Они давали тот самый звонкий оттенок, который не получался так убедительно из старых растительных красок. Для покупательницы это был блеск витрины. Для работницы это была пыль в воздухе.
Листья могли покрывать порошком, закреплять краску клеем, встряхивать, перекладывать, снова брать мокрыми пальцами. И если на столе стояла кружка или кусок хлеба, граница между работой и телом исчезала без всякой драмы. Просто человек касался лица, просто облизывал пересохшие губы, просто дышал. Современная охрана труда здесь почти не помогает воображению, потому что ее еще нет в привычном нам виде. Нет нормальных респираторов на каждой работнице. Нет строгой маркировки опасного вещества. Нет инспектора, который останавливает линию из-за зеленой пыли. Есть заказ, срок и мода. А мода не спрашивает, чем покрашен листик, если он хорошо смотрится на шляпе. Матильда работала именно в такой цепочке. Не в лаборатории с колбами, а среди вещей, которые должны были казаться нежными. Вот в этом и крючок. Химия не стояла отдельно от быта. Она лежала на дамской шляпке. Потом обычный рабочий день перестал быть обычным. У Матильды начались сильные боли, тошнота, слабость, странное жжение. Газетные пересказы таких случаев иногда расходятся в деталях, поэтому важнее держаться главного. Врачи увидели не простую простуду и не капризное недомогание. Тело молодой работницы вело себя так, будто внутрь попал яд. И дальше витрина будто переворачивается. Те же зеленые цветы, которые должны были украшать прогулку, становятся вещью, которую рассматривают на дознании, не как товар, как улику. Коронерский вопрос звучит почти невероятно просто. Могла ли девушка умереть от вещества, с которым работала каждый день? Представьте себе этот стол уже не в мастерской, а в комнате дознания. На нем бумаги, чернильница, образцы ярких листьев. Рядом люди, которые еще недавно могли считать такую работу безобидной женской ловкостью. Бумага, клей, краска, проволока – что тут может убить? Но если зеленый пигмент содержит мышьяк, ответ меняется. Не нужен кинжал, не нужна бутылочка с ядом в темном переулке. Достаточно 1000 мелких касаний. Кульминация этой истории не в одном громком ударе, она тише. Девушка слабеет. Врач пытается связать симптомы с работой. Кто-то приносит искусственные листья, и красивая зелень, которую город хотел носить на голове, вдруг оказывается продолжением химической лаборатории, только без лабораторных правил. После смерти Матильды Шойер история попала в газеты не потому, что Лондон впервые услышал слово «мышьяк». Его знали, им травили крыс, о нем писали в уголовных хрониках, его боялись в бутылочках и порошках. Новым было другое. Яд оказался не там, где его удобно бояться. Он был в модной зелени, в мастерской, в руках работниц, в желании покупателей видеть цвет ярче, чем позволяла безопасная технология. Такие случаи постепенно давили на общественное мнение. Люди начинали понимать, что промышленная красота имеет изнанку. Если на витрине дешевый и яркий товар, кто-то мог заплатить за него не деньгами, а дыханием, кожей, желудком, нервами. И это не значит, что каждый зеленый предмет убивал своего владельца. Важно другое. Работник получал дозу снова и снова, пока покупатель видел только готовый эффект. Вот почему эта маленькая история держится в памяти. Она соединяет два мира, которые обычно разделены стеклом. С одной стороны, витрина, где шляпка должна соблазнять взгляд. С другой – мастерская, где тот же цвет оседает на пальцах. Между ними нет злого гения. Есть спрос, химик, поставщик, мастер, бедная девушка за столом и город, который любит новинки быстрее, чем учится их проверять. Зеленые цветы на шляпке мисс Шойер не были просто украшением, они были вопросом к целой индустрии. Кто именно вдыхает красоту до того, как она становится модой? А дальше у нас будет еще один обычный предмет, который однажды повел себя совсем не по-домашнему. История номер 13 начинается с покупки, которую никто не должен был запомнить. Субботний вечер, Брэдфорд, мокрая мостовая, люди расходятся после рабочей недели, и у лавки со сладостями задерживаются дети. На прилавке лежат дешевые мятные конфеты, серовато-зеленые, не слишком красивые, зато доступные. Бумажный кулек стоит мало, как раз такая мелочь, которую берут к чаю, чтобы дома стало чуть веселее. Продавец Уильям Хардейкер был известен в городе под прозвищем, которое лучше звучало на шумной улице, чем в судебной комнате. Он торговал сладостями не для богачей. Его покупатели считали монеты, выбирали подешевле и не задавали лишних вопросов. В этом и есть первая странность. Никто не покупал опасность. Люди покупали экономию. Важно удержать эту картину. Газовый свет, деревянный ящик, рука, которая насыпает конфеты в бумагу, и ребенок, который ждет, когда кулек наконец завяжут. Никакого тайного заговора, никакой мрачной лаборатории. Просто город, где сладкое было маленькой наградой после тяжелой недели.
А потом эти конфеты начали есть. Сначала дома, потом по соседям, потом в разных концах Брэдфорда. Люди почувствовали одно и то же. Резкую боль, тошноту, слабость, жжение во рту. Врачи еще не понимали, что связывает этих больных между собой, но связь уже лежала у них на столах, в карманах детей и в мятых бумажных кульках. Чтобы понять, почему это случилось, нужно зайти не в больницу, а в мастерскую кондитера. Сахар в 19 веке стоил денег, а покупатель хотел сладкое дешево. Поэтому в конфеты нередко добавляли наполнитель, который назвали простым словом «дафт». Это был порошок, чаще всего гипс или похожая безвредная дешевизна, которая увеличивала объем и делала товар выгоднее. Звучит неприятно, но для той торговли это не выглядело преступлением. Так делали не потому, что хотели кого-то убить. Так делали потому, что рынок давил на всех сразу. Производитель экономил, продавец просил цену ниже, покупатель шел туда, где кулек больше за те же деньги. Маленькая уступка становилась правилом, и вот здесь становится неуютно. Наполнитель брали у аптекаря. В одной лавке могли стоять банки с безобидными порошками, красителями, лекарствами и ядами. Мышьяк тоже продавался вполне законно, потому что был нужен в ремеслах, в обработке материалов, в быту, в борьбе с вредителями. Он был товаром, опасным, но товаром. По делу Брэдфорда цепочка выглядела почти буднично. Кондитер заказал дешевый порошок для партии мятных конфет. В аптеке помощник выдал не тот порошок, вместо наполнителя в мешок попал мышьяк. Не щепотка, страшное количество. Дальше этот мешок ушел в производство, смешался с сахарной массой, превратился в конфеты и спокойно оказался на прилавке. Самое жуткое здесь не в том, что кто-то нарушил один запрет. Запретов почти не хватало. Система держалась на привычке, доверии и бумажных ярлыках на банках. Если рука брала не ту емкость, закон замечал это слишком поздно. Дальше история распадается на множество маленьких комнат. В одной семье конфеты ставят на стол после ужина. В другой ребенок тянется за второй штукой, потому что мята холодит язык. Где-то взрослый морщится от странной горечи, но не сразу выбрасывает сладость. Дешевая вещь редко вызывает подозрения, она просто бывает неудачной. К ночи Брэдфорд уже не был обычным субботним городом. Людей рвало, кого-то скручивало прямо дома, за врачами посылали бегом. В рабочих кварталах слухи двигались быстрее экипажей, заболели после конфет, у соседей тоже, у ребенка то же самое. В какой-то момент совпадений стало слишком много. Кульминация здесь тихая, почти бытовая, и от этого хуже. На столе лежит раскрытый кулек, рядом чашка чая. Человек пытается вспомнить, кто еще ел эти сладости. Мать смотрит на ребенка и вдруг понимает, что угощение, которое она купила за мелочь, стало причиной боли. Продавец, вероятно, еще не знает масштаба. Врач уже видит симптомы отравления. А конфеты все еще могут лежать у кого-то в кармане. Потом началась работа коронера. Это не был красивый сыск с одним блестящим выводом. Это были тела, осмотры, остатки сладостей, вопросы продавцу, кондитеру, аптеке. Коронерское расследование собирало цепочку назад. Кто продал, кто сделал, кто принес порошок, кто перепутал банку. Так викторианский город пытался понять не только, кто виноват, но и как обычная торговая практика превратилась в массовое отравление. В газетах писали о десятках погибших и множестве пострадавших. Точные цифры в пересказах иногда гуляют, но масштаб сомнений не оставлял. Это была не семейная беда и не случайная болезнь. Это была поломка целого способа жить на доверии. На суде и расследовании легче всего было смотреть на человека, который перепутал порошок. Так проще. Вот ошибка, вот виновник, вот наказание. Но брэдфордская история сопротивляется такому удобному ответу. Потому что до роковой минуты все участники делали почти то, чему их учила среда. Удешевляли, доверяли поставщику, продавали быстрее, покупали дешевле. Проблема была шире одной лавки. Еда в викторианской Англии часто проходила через руки людей, которые не имели понятного контроля над добавками. Муку могли разбавлять, молоко разводить, цвет сладостей усиливать химией, а покупатель узнавал правду только животом. Закон начинал просыпаться, но медленно. Он хорошо видел кражу товара, а вот кражу безопасности видел хуже. После Брэдфорда разговор о примесях стал громче. Дело не сразу сделало рынок чистым и честным, конечно, нет. Но такие истории подталкивали Британию к более жесткому контролю еды, к проверкам, к вниманию к ядам в аптеках, к мысли, что дешевый наполнитель не может быть просто личным делом продавца. Если ошибка в банке убивает покупателей, значит это уже не мелкая торговая хитрость. И в этом странная сила дела. Оно пугает не редким злодейством, а узнаваемой логикой скидки. Чуть меньше сахара, чуть больше порошка, чуть меньше контроля, чуть больше доверия к чужим рукам.
А потом субботний кулек сладостей становится уликой. Когда мы смотрим на эти серо-зеленые мятные конфеты на деревянном прилавке, важно помнить, их купили не потому, что люди рискнули. Их купили потому, что они выглядели нормально. Следующая история тоже начнется с вещи, которая не должна была никого пугать. История номер 14 начинается с запаха, которого не было. Светлый школьный коридор, Техас, обычный учебный день. Двери классов открываются и закрываются, по полу шаркают ботинки, кто-то несет учебники, кто-то торопится на занятия. Внизу, под этим почти безупречным порядком, проходит тонкая газовая линия. И самое странное здесь не труба. Странное в том, что никто не пугается. Никто не говорит, что пахнет газом. Никто не бежит к окну. Просто удержите эту картину. Большое здание, сотни детей, учителя, деревянные парты и опасность прямо под ногами. Но она не подает привычного сигнала. В Нью-Лондоне, небольшом нефтяном городке округа Раск, школа считалась гордостью. Деньги от нефтяного бума сделали ее просторной, современной, почти образцовой для своего времени. Там были спортзал, мастерские, хорошее отопление. На вид все выглядело не бедно, не шатко, не временно. Поэтому особенно неприятно звучит вопрос: почему такая школа решила экономить именно на газе? Ни на фасаде, ни на кабинетах, на невидимой линии, которая должна была просто греть здание. Школа сначала пользовалась обычным покупным газом, потом администрация перешла на остаточный природный газ из близлежащей нефтяной инфраструктуры. Он шел почти даром, потому что для нефтяников был побочным продуктом. На бумаге это выглядело разумно. Зачем платить, если рядом есть топливо? Вот только у этой экономии был характер, который легко пропустить. Неочищенный природный газ тех лет мог быть почти без запаха. Сегодня мы привыкли, что бытовой газ предупреждает нас резким неприятным духом. Но это не природное свойство газа, а добавка, специальный одорант. Его вводят именно за тем, чтобы нос заметил утечку раньше спички, выключателя или искры. В 30-е годы такая привычка еще не стала общей нормой. И вот здесь становится неуютно. Люди могли ходить над скоплением газа и не понимать, что здание уже перестало быть просто школой. Газ просачивался из линии под полом, собирался в закрытом пространстве, искал низкие места и пустоты. Он не грохотал, не свистел так, чтобы весь коридор замер. Он просто накапливался. Медленно, терпеливо. А наверху шли уроки, проверяли тетради, двигали стулья, спорили о домашних заданиях. Взрослые видели школу, которая работает. Техника внизу видела смесь, которой нужен только один повод. У газовой аварии есть коварная логика. Сначала ничего не происходит, и именно это убеждает людей, что решение безопасно. День прошел нормально, неделя прошла нормально. Котлы греют, классы открыты, счета меньше, значит, система выдерживает. Но утечка не спорит с человеком. Она просто ждет концентрацию, при которой воздух становится горючим. Вероятный источник воспламенения расследователи связывали с электрическим оборудованием в мастерской. Важно не точное имя выключателя, а сама цепочка. Газ без запаха ушел под здание. Пустое пространство удержало его. Воздух смешался с топливом, потом появилась искра, и школьный день оборвался не как пожар, а как удар. Секунду назад коридор был коридором. В следующую секунду пол и стены перестали быть неподвижными. Деревянные парты дернулись, стекла пошли наружу, части здания подняло и разметало. Люди рядом могли сначала не понять, что слышат. Ни хлопок, ни котел. Один огромный звук, после которого привычная геометрия школы исчезла. Самое тяжелое в этой истории то, что ее причина не была похожа на злой умысел. Она была похожа на хозяйственность, на строчку в расходах. На уверенность, что если газ идет по трубе, значит он ведет себя как положено. Но газ не обязан предупреждать, если его не заставили. После взрыва Нью-Лондон уже не мог быть только местной бедой. Следователи смотрели не на одну сломанную трубу, а на весь путь решения. Кто разрешил подключение? Почему линия прошла так? Как газ оказался под полом? Почему никто не почувствовал опасность? Ответ получился пугающе простой. Система безопасности опиралась на признак, которого не было. На запах. Точнее, на его отсутствие, которое люди приняли за норму. Дальше началось то, ради чего расследования вообще нужны. Не только назвать виноватых, а закрыть лазейку, через которую ошибка пройдет снова. В Техасе после этой катастрофы стали требовать одоризацию природного газа. Затем практика ширилась дальше, потому что урок был слишком ясным. Если топливо может попасть в дом, школу или подвал, человек должен узнать об этом без приборов. Нос становится последним дешевым датчиком, но ему надо дать сигнал. Так техническая добавка, которую никто не видит, вошла в быт миллионов людей.
Мы редко думаем о ней, когда чувствуем резкий запах у плиты, даже раздражаемся. Но этот запах не случайность и не грязь трубы. Это память, встроенная в химию безопасности. В Нью-Лондоне опасность не пахла ничем. После Нью-Лондона ее заставили пахнуть. А следующая забытая история снова начнется с мелочи, на которую вовремя не посмотрели. История номер 15 начинается с почти праздничной мелочи. Люди возвращаются домой после вечерней прогулки. Дети жмутся к перилам, взрослые ищут место, где не толкают локтем. Пароход «Принцесса Алиса» идет по Темзе, и на палубе еще держится настроение выходного дня. Впереди Лондон, огни на берегу, знакомая река. Казалось бы, что может пойти не так на маршруте, которым пользовались тысячи горожан? Но просто удержите эту картину. Перегруженный прогулочный пароход, сумерки, дым над водой и река, где рядом с пассажирскими судами ходят буксиры, баржи, грузовые пароходы, лодки и все, что кормит огромный город. Темза тогда была не открыткой, она была дорогой. И одновременно сточной канавой, и местом отдыха, и рабочим коридором, где никто не мог нажать на тормоз. Это конец лета 1878 года. Принцесса Алиса возвращается из прогулочного рейса к нижним районам Лондона. Людей на борту было очень много. Точные цифры потом будут спорить, но смысл прост. Пароход вез больше человеческих ожиданий, чем мог спокойно вынести любой вечерний хаос. Кто-то хотел успеть домой к ужину, кто-то впервые видел реку с воды, кто-то считал эту поездку дешевым маленьким праздником. И вот здесь важна не одна ошибка, а целая привычка города. Лондон привык к своей реке так же, как к улице у дома. Шумно, тесно, неприятно, зато работает. Только на воде теснота не прощает так, как на мостовой. До столкновения все выглядит почти буднично. На реке нет пустоты, куда можно красиво уйти в сторону. Есть встречные суда, течения, повороты, дым, сигналы, человеческие решения за несколько секунд. Сегодня мы привыкли к размеченным полосам, понятным правилам расхождения и постоянному контролю. Тогда порядок на Темзе больше напоминал общий нервный договор. Ты видишь меня, я вижу тебя, и оба надеемся, что поняли друг друга правильно. Навигация на такой реке была ремеслом, а не чистой инструкцией. Капитан смотрел на нос другого судна, на огни, на течение, на пространство до берега. Машинам нужно время, чтобы отозваться. Паровой корабль не уворачивается, как экипаж на улице. Он тяжелый, упрямый, и его инерция продолжает спорить с человеком уже после команды. А теперь добавьте к этому пассажирский пароход, где люди стоят плотно, как в очереди на большой праздник. Вопрос перегрузки тогда не звучал так, как сейчас. Судно могло брать публику, пока это казалось коммерчески нормальным и технически терпимым. Билет дешевый, спрос высокий, вечер хороший. Каждая лишняя группа на палубе выглядела не угрозой, а заработком. С другой стороны, по реке шел грузовой пароход Байвелл Кэссел. Большой, темный, промышленный. Он не был злодеем в этой истории. Он был частью того же механизма. Перевозить, толкать, успевать, проходить по реке, где отдых горожан смешан с работой порта. И эта смесь приближалась к Вулиджу, где вода уже несла не только суда. Самый страшный момент в таких историях часто начинается не с крика, а с неправильного угла. Два судна видят друг друга, команды пытаются понять, кто куда идет. Сигналы, реверс, поворот, темная вода между корпусами. Каждое решение вроде бы имеет смысл, пока не становится ясно, что смысла уже мало. Байвелл Кэссел врезается в принцессу Алису. Ни рядом, ни слегка. Удар приходится так, что прогулочный пароход ломается и начинает уходить под воду очень быстро. Для человека на палубе это не морская катастрофа издалека. Это пол, который исчезает под ногами. Это чужие руки на рукаве. Это ребенок, которого уже не видно за спинами. Это огни берега, которые рядом, но вдруг бесполезны. И дальше открывается вторая ловушка. Темза в этом месте была грязной не в переносном смысле. Ниже по реке работала система сброса городских нечистот, и вода у восточных районов Лондона могла быть ядовитой смесью стоков, ила и промышленных отходов. Люди падали не просто в холодную реку, они падали в воду, от которой можно было погибнуть даже после спасения. Вот почему спор о катастрофе быстро вышел за рамки вопроса, кто повернул не туда. Да, говорили о капитанах, сигналах и правилах расхождения, но город услышал куда более неприятный вопрос. Почему место прогулки одновременно было частью канализационной системы? В газетах это звучало резко, потому что читатель легко узнавал себя. Сегодня ты пассажир, завтра твой ребенок у борта, а под ним не река из открытки, а то, что город хотел не замечать. После катастрофы началась работа, которая выглядит тише, но многое решает. Дознание коронера собирало показания, разбирало маршруты, команды, поведение судов и состояние реки.
В викторианском городе такие слушания были не просто формальностью после похорон. Они могли вытащить наружу устройство целой системы, которую обычно видели только по частям. Люди спорили о виновных, и спор был тяжелым. Одни смотрели на действия экипажа принцессы Алисы, другие на маневр Байвал Кэссел. Третьи говорили, если река так устроена, что прогулочный пароход, грузовое судно и сточные воды встречаются в одном узком вечере, значит виновата не только чья-то рука на штурвале. Это неприятная мысль, она не дает поставить точку одним именем. Потом будут пересматривать правила движения, внимание к сигналам, надзор за пассажирскими судами и разговор о санитарии Темзы. Не все меняется сразу. Лондон вообще редко менялся от стыда, чаще от давления, газетного шума, смертей и счетов, которые уже нельзя спрятать. Но принцесса Алиса стала тем случаем, где архивы показывают город без грима. Река возила людей, кормила порт, принимала отходы и в один вечер потребовала плату за такую экономию. Эта история страшна не только числом погибших, хотя оно огромное. Она страшна своей обычностью. Люди купили билет на вечернюю поездку, а попали в спор о транспорте, канализации, прибыли и власти над рекой. Иногда забытая газетная загадка начинается с приятной прогулки, а заканчивается вопросом, почему все вокруг считали это нормальным. И следующая история снова начнется с обычного дня. Только там опасность будет спрятана совсем в другом месте. История номер 16 начинается с очень простого ожидания. На станции в Данди ждут вечерний поезд. Ни призрак, ни военный состав, ни тайную экспедицию. Обычный пассажирский рейс, который должен пересечь залив Тей и через несколько минут стать обычной отметкой в журнале. За окном косой дождь, ветер бьет в стекла так, что лампы кажутся слабее, чем обычно. Но железная дорога для викторианской Британии уже почти язык порядка. Если поезд вышел, если путь открыт, если мост принят, значит он дойдет. Почти так и думают, и вот в темноте видят огни. Маленькие желтые точки ползут по мосту, высоко над черной водой. Для людей на берегу это знак, что рейс уже почти здесь. Еще немного, и пассажиры выйдут под дождь, кто-то поднимет воротник, кто-то поспешит домой. Но огни не приходят. Они движутся, потом будто проваливаются в бурю, и вместе с ними исчезает часть моста. Самое страшное здесь не в том, что мост рухнул. Самое страшное в другом. В первые минуты поезд не выглядит погибшим. Он выглядит опоздавшим на несколько странных, невозможных минут. Чтобы понять, почему ему верили, надо удержать одну вещь. Мост через Тей не был самодельной переправой на окраине мира. Это была гордость инженерного века. Длинная железная линия над водой, построенная по проекту Томаса Бауча, человека с титулом, наградами и большим именем. В ту эпоху мост проверяли иначе, чем мы привыкли думать сегодня. Смотрели чертежи, испытывали отдельные части, запускали локомотивы, полагались на инспекторов и на репутацию инженера. Если конструкция выдержала пробные нагрузки и получила разрешение, вокруг нее быстро вырастало доверие. Бумаги закрыты, поезда ходят, значит вопрос решен. Но мост не был одним куском железа. Он держался на множестве деталей, и часть этих деталей была из чугуна. Чугун хорошо работает на сжатие, но он плохо прощает удар, перекос и скрытый дефект. А еще были крепления, связи, болты, литые выступы, места, где расчет превращался в настоящую мастерскую работу. Там уже важны не только формулы. Важны металл, руки, контроль и честность поставки. И вот здесь становится неуютно. Потому что буря могла быть сильной, но она не обязана была быть единственным виновником. Вечером 28 декабря 1879 года ветер уже не просто мешает. Он давит на мост сбоку. Высокие пролеты стоят над заливом, и поезд входит туда, как цепочка освещенных комнат на колесах. Внутри могли говорить о погоде, о пересадках, о том, как неприятно будет выходить под дождь. Газовые фонари качаются, окна темные, за стеклом почти ничего нет, только вода и железо. С берега видят движение огней, потом по разным рассказам появляется вспышка, темнота, грохот, который буря частично съедает. Никто из тех, кто был в поезде, не расскажет, что именно произошло в последнюю секунду. Это важная пустота. Следствие потом будет собирать ее из обломков, из металла, из следов на фермах, из того, что осталось на дне. Мост не просто сломался под поездом, как доска под ногой. Высокая часть конструкции ушла вместе с составом. Черная ферма, которая минуту назад казалась дорогой к городу, стала дырой над водой. На станции еще можно ждать сигнал, можно смотреть в сторону линии. Но рейса уже нет. Есть только буря, телеграфное молчание и огни, которые больше никто не увидит. Утром катастрофа перестает быть слухом и становится работой. И это уже другая сцена. Люди ищут тела, поднимают обломки, смотрят на сломанные колонны и крепления.
Погибли все, кто находился в поезде. Точное число в разных подсчетах расходилось, но порядок был ясен сразу. Десятки людей ушли в залив вместе с вагонами. Расследование не могло просто сказать, что виноват шторм, слишком удобно. Оно должно было спросить, почему мост встретил этот ветер именно так. Проверяли качество литья, прочность чугунных стоек, связи между колоннами, гайки, болты, следы прежних повреждений, то, как велся надзор. Техническое расследование в таком деле похоже не на поиск одного злодея, а на разбор цепочки уступок. Здесь чуть легче деталь, там чуть слабее контроль, здесь поверили имени, там приняли работу, потому что поезда уже нужны городу. Репутация Бауча после этого рухнула почти так же быстро, как его мост. Новую переправу через Тей потом построили с другим запасом осторожности, но в памяти остался не чертеж и не титул инженера. Осталась картина. Обычный вечерний поезд почти прибыл, его огни уже видели, и именно поэтому исчезновение стало таким страшным. Иногда катастрофа начинается не с треска, она начинается с уверенности, что все уже проверено. А дальше у нас история, где обычная газетная заметка тоже оставила больше вопросов, чем ответов. История номер 17 начинается с вещества, которое обычно лежит на кухонной полке и никого не пугает. Мука. Белая, мягкая, почти домашняя. А теперь перенесите ее не в миску, а в огромную мельницу у реки, где она висит в воздухе тонким облаком и оседает на балках, ремнях, волосах, ресницах. Ночь в Миннеаполисе кажется рабочей, не страшной. В окнах мельницы Washburn-A горит желтый свет, внутри крутятся механизмы, и люди заканчивают смену так, будто завтра все повторится. Река рядом шумит сильнее разговоров. Камень, дерево и железо делают свое дело. Зерно входит с одной стороны, мука выходит с другой. Простая логика большого производства. Но в этой простоте уже спрятана ловушка. Чем быстрее мельница работает, тем больше пыли поднимается в воздух. Ни комков муки, ни мешков, а крошечных частиц, почти невидимых в ламповом свете. Их можно принять за обычную грязь работы, смахнуть рукавом, не заметить. И вот здесь становится неуютно. Самая опасная часть фабрики в тот вечер могла выглядеть как легкая белая дымка. Вечером 2 мая 1878 года город не ждал катастрофы. Это важно. Не было пожара, который все видели издалека. Не было тревожного дыма над крышей. Мельница просто работала. Она была гордостью мукомольного Миннеаполиса, частью большой гонки за быстрым и чистым помолом. Чем тоньше мука, тем дороже продукт. Чем мощнее машины, тем больше прибыль. Но тонкий помол давал не только хорошую муку, он давал пыль. Пыль забивалась в щели, ложилась на перекрытие, заходила туда, куда метла не доставала. Рабочий мог пройти по настилу и поднять ногой маленькое облачко. Ничего особенного. Так казалось. Чтобы понять ловушку, удержите одну простую картину. Если поджечь горсть муки на столе, она не взорвется, как бочка пороха. Ей не хватает воздуха вокруг каждой крупинки. Но если те же частицы развесить в воздухе, каждая получает кислород со всех сторон. Теперь нужна только искра. От перегретого механизма, от трения, от случайного огня, от маленькой поломки, которую в шуме можно и не услышать. Замкнутое помещение делает остальное. Пламя не уходит в небо, оно бежит по облаку пыли, поднимает новую пыль. И следующий слой вспихивает сильнее прежнего. А потом город получил удар снизу, будто земля решила дернуться. Многие сначала и правда приняли это за землетрясение. Представьте улицу рядом с рекой. Дома стоят на месте, вечер идет своим ходом, и вдруг воздух сжимается в один чудовищный хлопок. Окна вылетают, стены дрожат, над мельницей поднимается огненный столб, и это уже не похоже на фабричную аварию. Это похоже на войну, которой здесь быть не должно. Внутри у людей почти не оставалось времени понять, что произошло. Пыль, которая минуту назад была просто налетом на балках, стала топливом. Первый взрыв поднял еще больше мучной пыли, пламя ухватилось за нее, и цепная реакция пошла по зданию. Мельница Washburn-A развалилась с такой силой, что соседние постройки тоже получили удар. Ночные рабочие оказались в ловушке между механизмами, огнем и падающим кирпичом. Снаружи люди бежали к реке и к развалинам, еще не зная, кого искать. Самое страшное в таких катастрофах не только звук. Страшно то, что причина выглядит слишком маленькой для последствий. Ни котел, ни склад с порохом, ни молния. Мука в воздухе. Обычная мука, только превращенная фабрикой в правильную смесь для взрыва. Утром Миннеаполис увидел не просто сгоревшее здание, он увидел цену привычки считать пыль мелочью. Погибли рабочие на самой мельнице и люди в соседних местах, всего счет шел на десятки жизней.
Газеты писали о разрушениях, о поисках тел, о том, как квартал вокруг фабрики оказался перемолот уже не жерновами, а взрывной волной. Но дальше началось то, из-за чего эта история важна не только как трагедия. Владельцы и инженеры вынуждены были признать, чистота на производстве была не вопросом красоты. Вентиляция, сбор пыли, вытяжки, более аккуратные пути для мучной взвеси, разделение опасных участков, контроль искр и перегрева – все это стало не роскошью, а условием выживания. Новые мельницы строили уже с этой памятью в стенах. Конечно, промышленность не стала безопасной за один день. Но после Washburn-A мукомольный завод перестал быть просто большим амбаром с машинами. Его начали видеть как место, где воздух сам может стать горючим материалом. И в этом весь холодный урок той ночи. Иногда опасность не лежит в огне, она спокойно летает в луче лампы. А следующая забытая загадка снова начнется с обычного дня, который почему-то не сумел закончиться. История номер 18 начинается с кружки, которую никто не считал опасной. Манчестерские рабочие заходят в паб после смены, садится у темного деревянного стола и берет обычное пиво. Ни подпольное, ни подозрительное, просто то, что пили вокруг каждый вечер. А потом у людей начинают неметь пальцы. Сначала это звучит почти несерьезно. Руки покалывает, ступни как будто чужие, живот крутит, кожа зудит, слабость липнет к телу так, что человек не может нормально идти. В бедных кварталах такие жалобы не казались чем-то невероятным. Там и без загадок хватало болезней, плохого питания, тяжелой работы, сырости, грязной воды и нервного истощения. Врач мог увидеть перед собой не сенсацию, а привычный набор городской беды. Вот в этом и была ловушка. Болезнь не входила в комнату с табличкой. Она маскировалась под обычную нищету. К концу 1900 года в Манчестере и соседних городах таких пациентов становилось все больше. Они приходили не из одного дома и не с одной улицы. Их связывало другое. Вечером они держали в руке кружку пива, а утром не всегда могли уверенно держать ложку. И вот здесь врачам пришлось остановиться. Если это бедность, почему симптомы так похожи? Если это инфекция, почему она идет такими странными дорожками? Если это алкоголь, почему обычная привычка вдруг дает такой жестокий след? Врачебный кабинет в этой истории важнее, чем кажется. Там не было красивого прибора, который сразу показывал ответ. Был стол, чернила, карточки пациентов и упрямое сравнение мелочей. Один жалуется на жжение в ногах, другой на онемение кистей. У третьего кожа темнеет пятнами, и это уже не похоже на обычное похмелье. Эрнест Рейнольдс, манчестерский врач, позже станет одним из тех, кто помог собрать картину. Но сначала перед ним были не строчки отчета, а люди, которые плохо спали, спотыкались, теряли силу в руках и не понимали, что с ними происходит. Важно понять одну вещь. Тогдашняя пищевая цепочка была длиннее, чем доверие к ней. Пивоварня покупала ингредиенты не у абстрактной чистой системы, а у поставщиков, которые везли сырье по железной дороге, через склады, счета и посредников. Для пива нужна была глюкоза. Ее добавляли в производство, потому что так было дешевле и удобнее получать нужный вкус и крепость. Глюкозу делали из крахмала с помощью кислоты, и если кислота была грязной, вся следующая цепочка получала эту грязь уже внутри сладкого сиропа. Не на поверхности мешка, не в явном пятне, внутри того, что выглядело как нормальный промышленный продукт. Врачи еще не знали всех деталей, но рисунок становился слишком точным. Болели не все подряд. Болели те, чьи пивоварни могли брать одну и ту же глюкозу. Обычный вечерний ритуал вдруг начал вести назад, к фабричной бочке. Когда образцы наконец пошли в лаборатории, история резко стала не про слабые нервы и не про дурную привычку. В пиве нашли мышьяк. Слово неприятное даже сейчас, а тогда оно прозвучало особенно странно, потому что яд не подсыпали в кружку на стойке, он пришел туда через производство. След тянулся к глюкозе, которую использовали пивоварни. А дальше к серной кислоте, применявшейся при ее изготовлении. Кислота могла содержать мышьяковые примеси, если сырье и очистка были плохими. Для химика это объяснимо, для человека за стойкой паба это почти невозможно принять. Он платил за пиво, а не за урок промышленной токсикологии. Просто удержите эту картину. На одном конце рабочий в шумном пабе, мутное стекло кружки, мокрые следы на столе. На другом конце фабрика, бочки, мешки с сахаристым продуктом, накладные, проверка на глаз и уверенность, что раз товар идет давно, значит он безопасен. Между ними не злой гений, а система, где примесь могла пройти несколько рук и стать невидимой. Кульминация была не в одном громком моменте, она была в накоплении. Врач открывает записную книжку и видит повтор. Лаборант смотрит на реакцию пробы и понимает, что это не случайность.
Пивовар получает вопрос, от которого нельзя отмахнуться. Склад вспоминает поставку, фабрика достает записи, и вся привычная цепочка, которая вчера кормила город пивом, сегодня выглядит как маршрут отравления. Цена оказалась тяжелой. Заболевших были тысячи, умерших, по разным оценкам, больше нескольких десятков. Точные цифры в газетах и отчетах расходились, потому что часть случаев долго пряталась под другими диагнозами. Это тоже важная деталь. Массовое отравление не всегда выглядит как толпа, упавшая в один день. Иногда оно входит медленно, через очереди в приемной, через одинаковые жалобы и через врача, который вдруг перестает верить удобному объяснению. После расследования заговорили уже не только о пиве. Заговорили о пищевой химии, о проверке примесей, о том, кто отвечает за ингредиент, если он успел пройти через несколько предприятий. Королевская комиссия в 1901 году разбирала не мистику, а скучные на вид вещи – кислоты, глюкозу, анализы, пределы загрязнения. Но именно из таких скучных вещей потом вырастает безопасность. Не сразу, не идеально, зато с пониманием, что продукт нельзя считать чистым только потому, что он привычный и продается на каждом углу. В этой истории пугает не кружка пива сама по себе. Пугает то, как уверенно невидимая примесь прошла через нормальные двери – фабрику, склад, пивоварню, паб, человеческое тело. И разоблачили ее не одной блестящей уликой, а терпеливым сложением странных симптомов. Онемевшие пальцы оказались адресом. Следующая забытая загадка тоже начнется с обычной вещи. С такой обычной, что на нее сначала никто не посмотрит дважды. История номер 19 начинается с места, которое должно было быть самым спокойным на море. Парусник стоит на якоре у английского берега. Ни в штормовом океане, ни среди рифов, ни в чужой гавани без карты. Просто зимняя ночь у Данженаса, черная вода, слабые огни и люди, которые ждут отплытия в другую жизнь. На борту Нордфлита были эмигранты. Семьи, вещи, дети, дорожная усталость. Кто-то уже привык к скрипу дерева, кто-то, возможно, впервые ночевал на большом судне. И важная деталь – корабль не шел, он стоял. А стоящее судно обычно кажется безопаснее движущегося. Вот только в море безопасность не включается якорем, как дверной замок. Ночью судно обязано быть видимым. Его огонь должен сказать всем вокруг: здесь корпус, здесь люди, не режьте этот кусок темноты своим курсом. В 19 веке это был разговор без радио, фонарь вместо голоса, вахта вместо радара, глаза человека вместо экрана. И если кто-то не увидел, не понял или не захотел видеть, ошибка приходила не письмом, она приходила бортом парохода. Просто удержите эту картину. Большой деревянный корпус почти неподвижен, якорная цепь уходит в темную воду. На палубе дежурят люди, потому что ночь на якоре не считается отпуском для команды. Рядом проходит оживленная морская дорога. Ла-Манш был не пустым пространством, а узким коридором, где паруса, пароходы, рыбаки и грузовые суда расходились по памяти, огням и правилам. У Нордфлита должен был гореть якорный огонь. У движущегося судна были свои бортовые огни, чтобы другой капитан понимал, куда оно идет. Красный, зеленый, белый. В теории все ясно. На практике ночь съедала расстояние. Фонарь мог казаться дальше, чем был. Черный корпус сливался с водой. Усталый вахтенный мог принять огонь за береговой или за судно на другом курсе. И вот здесь становится неуютно. На якоре можно сделать все правильно и все равно оказаться в чужой ошибке. Нордфлит не бросался под нос пароходу. Он не маневрировал внезапно, он стоял там, где его должны были обойти. Но морское доверие устроено хрупко. Один корабль показывает огонь, второй обязан его прочитать. Если второму это не удалось, у первого почти нет времени спорить. Пароход появился не как громкое чудовище из романа. Сначала это мог быть силуэт. Темнее темноты, ниже облаков, с машиной внутри и курсом, который еще можно было исправить. Потом расстояние стало слишком малым. На деревянном судне люди могли услышать крик, бег ног, резкий приказ. Вахтенный смотрит туда, где чужой борт уже растет из ночи. Капитан Нордфлита Джон Ноулс, по рассказам о той ночи, оставался на судне до конца, пытаясь удержать порядок. Удар был страшен именно своей нелепостью. Стоящий на якоре парусник был разрезан пароходом Мурилью, будто это произошло где-нибудь в открытом море, где оба судна спорят скоростью и ветром. Дерево не выдержало железа и хода. Вода пошла внутрь быстро. Для эмигрантов это была не морская авария из газет, а пол, который вдруг перестал быть полом. Лодки, темнота, холод, голоса людей, которые еще минуту назад думали о дороге вперед. После столкновения у судна, нанесшего удар, была простая обязанность – остановиться, помочь, назвать себя, спасать.
Но Мурильо ушел. И эта деталь сделала катастрофу не только морской, но и нравственной. Потому что ночью исчезнуть легче, чем днем. Особенно до радиосвязи. Утром у расследования не было волшебной кнопки. Нельзя было поднять запись переговоров. Нельзя было запросить трек судна. Приходилось собирать правду из огней, курсов, обломков и человеческой честности. Кто что видел, какой фонарь горел, была ли вахта внимательной, почему пароход не остановился, почему его имя не стало известно сразу. Старые газеты следили за этим с почти злым интересом, потому что история задевала простой страх. Если тебя ударят ночью, кто заставит виновного вернуться? Расследование в итоге связало столкновение с Мурильо, но сама задержка показала слабое место эпохи. Море уже стало паровым и быстрым, а контроль за ним все еще зависел от глаз и совести. Якорная стоянка считалась разумной мерой, но она не превращала судно в неприкосновенный остров. Она лишь переносила ответственность на тех, кто проходил рядом. Для Нордфлита эта разница оказалась смертельной. Люди погибли не потому, что небо внезапно сошло с ума. Их настигла цепочка маленьких человеческих и технических провалов. Ночное расстояние, неверно прочитанный огонь, поздняя реакция, уход после удара. Поэтому эта забытая газетная загадка так цепляет. В ней страшен не шторм, страшен корабль, который должен был увидеть и не увидел. А следующая история снова начнется с обычного места, где опасность тоже сначала выглядела почти незаметной. История номер 20 начинается не с крика и не с погони. Она начинается с тихой комнаты, где мужчина уже мертв, а рядом будто бы нет ничего, что могло бы его убить. Лондон, Пимлико. В доме Бартлеттов занавески тяжелые, мебель темная, воздух домашний и тесный. Эдвин Бартлетт лежит без признаков жизни. Его молодая жена Аделаида зовет врача, и сначала все похоже на обычную беду в приличной семье. Болезнь, слабость, ночной приступ – такое в викторианском доме не считалось невероятным. Но потом появляется запах. Не резкий дым, не аптечная мазь, а знакомая врачам сладковатая тяжесть хлороформа. Вещества, которое в операционной могло усыпить человека, а в неоперационной могло увести его слишком далеко. И вот здесь начинается неприятное. Если хлороформ вдохнуть, следы должны вести к легким, к дыханию, к ткани у лица, к попытке удержать человека. Если его выпить, это другая картина, куда грубее и страннее. А у Бартлетта находят именно такую загадку, от которой врачи начинают спорить не о том, был ли яд, а о том, как он вообще оказался внутри. Просто удержите эту картину. Тихая спальня, врачебная сумка, вдова в темном платье и вещество, которое найдено достаточно уверенно, чтобы говорить о смерти, но недостаточно удобно, чтобы объяснить ее человеческим способом. Хлороформ тогда не был таинственной алхимией. Его знали врачи, аптекари, пациенты, люди, которым приходилось видеть операции до настоящего безопасного наркоза. Маленький флакон можно было купить, если продавец считал причину приличной. И в деле Бартлеттов аптечная запись стала почти отдельным персонажем. Всплыло имя Джорджа Дайсона, молодого священнослужителя, близкого к семье. Именно он, как выясняли на следствии, доставал хлороформ. Для обвинения это выглядело как нитка, которую наконец можно потянуть. Есть мертвый муж, есть жена, есть мужчина рядом с домом, есть флакон. Казалось бы, цепь готова, но судебная медицина любит портить простые сюжеты. Эксперты могли сказать, что в организме Эдвина Бартлетта был хлороформ. Викторианская токсикология уже умела работать с запахом, перегонкой, химическими реакциями, сравнением тканей. Это была не магия, а ремесло на границе науки и суда. Врач не просто смотрел на лицо покойного. Он вскрывал тело, отбирал содержимое желудка, ловил летучее вещество, пытался не потерять его в воздухе и не перепутать с тем, что принесла сама комната. Но чем точнее находили вещество, тем хуже становился главный ответ. Если Бартлетта заставили выпить хлороформ, почему во рту и горле не видно ожидаемых ожогов и следов борьбы? Если он вдохнул его, почему такая заметная часть оказалась в желудке? А если он принял его сам, зачем и как он сделал это так, что вокруг осталась почти театральная пустота? Вот оно, слабое место дела. Не яд как факт. Путь яда. На суде эта физика смерти стала важнее слухов. Да, газеты с удовольствием разглядывали брак Бартлеттов, отношения Аделаиды и Дайсона, странные домашние договоренности, ревности и приличия. Но присяжным надо было решить не газетную драму. Им надо было понять, мог ли человек умереть так, как им предлагает обвинение. И тут врачебные объяснения начали скрипеть.
Хлороформ испаряется быстро, его трудно удержать, трудно измерить задним числом, трудно отделить уверенность от предположения. В операционной врач капал его на ткань и следил за дыханием пациента. В спальне убийца должен был бы поднести вещество к лицу, удержать жертву, не оставить явных следов, не разбудить дом и при этом получить картину, которую потом нашли в теле. Слишком много тихих чудес за одну ночь. Версия с питьем тоже не спасала обвинения. Хлороформ имеет вкус и действия, которые трудно принять незаметно. Человек реагирует, тело сопротивляется. Горло, желудок, движение рук, посуда рядом, запах в комнате – все должно было что-то рассказать. А оно рассказывало нестройно. Важная вещь. Суд присяжных не обязан был придумать истинный сценарий. Он обязан был решить, доказан ли сценарий обвинения. Это разные задачи. Судебный эксперт мог принести колбу, запах, осадок, уверенный голос. Но если на вопрос, кто влил или кто заставил вдохнуть, следовал туман, присяжные слышали не науку, а риск ошибиться. В этом деле токсикология дошла до двери и остановилась у ручки. За дверью был простой бытовой жест. Рука со стаканом, ткань у лица, добровольный глоток. И ни один жест не получалось показать так, чтобы он выдержал человеческую проверку. Аделаиду Бартлетт оправдали. Это не значит, что суд объяснил смерть Эдвина. Он скорее признал, что обвинение не смогло пройти последний шаг, и в этом вся сила дела. Викторианская Англия уже верила в эксперта, в химический анализ, в аккуратную запись аптекаря, в то, что наука может поднять правду со дна желудка покойного. Но вера не отменяла здравого вопроса. Покажите, как это случилось. Не в общем, не красивой схемой, в комнате, ночью, с конкретным телом и конкретным флаконом. Дело Бартлетт стало одним из тех случаев, где судебная медицина выглядела одновременно современной и беспомощной. Она могла назвать вещество, могла встряхнуть зал подробностями вскрытия, могла связать покупку в аптеке с семейным кругом, но перед присяжными стоял не учебник токсикологии. Перед ними стояла женщина, мертвый муж и версия, в которой не хватало движения руки. После таких процессов экспертов слушали внимательнее, но и требовали больше. Аптечные книги стали ценными не потому, что они сами раскрывали убийство, а потому что показывали путь вещества через город. Кто купил, когда, у кого, под каким предлогом. Но даже хорошая запись не превращает флакон в доказанное преступление. Между полкой аптеки и телом человека остается расстояние. В доме миссис Бартлетт это расстояние оказалось слишком большим для обвинительного приговора. Поэтому эта история помнится не как загадка о найденном яде. Она помнится как вопрос, на котором сломалась уверенность. Хлороформ был внутри, но рука так и осталась невидимой. Дальше будет другая забытая газетная история, где уликой станет уже не запах, а вещь, которую все видели и никто не понял вовремя. История номер 21 начинается с развлечения, которое должно было длиться всего несколько минут. Люди заходят в маленький зал при благотворительном базаре, платят за модную новинку и ждут движущихся картинок. Париж, весна 1897 года. Вокруг не фабрика и не склад, а почти театральная игрушка для богатой публики. Деревянные лавки, вывески под старину, легкие перегородки, ткань над головой, белые платья, перчатки, разговоры вполголоса. Все выглядит временным, нарядным и безобидным. Вот именно это и важно. Временное часто кажется безопасным, потому что его построили на один праздник, но огню все равно, на сколько дней вы арендовали стены. Базар де ла Шарите собирал деньги на добрые дела, и посетители приходили туда не рисковать, а участвовать в красивом светском ритуале. Можно купить мелочь, поздороваться, быть замеченным, заглянуть на кинопоказ. Кинематограф тогда еще не был обычным кинотеатром с креслами и правилами. Это скорее аттракцион, чудо в будке. Аппарат, лампа, экран, несколько человек рядом и где-то совсем близко, за декоративной перегородкой, техника, которую многие зрители толком не понимали. Просто удержите эту картину. Старая ярмарочная улица сделана заново, но из легких материалов. А в нее ставят одно из самых ярких развлечений нового века. Первая трещина была не в крике и не в дыме, она была в самой схеме показа. Чтобы на экране появилась яркая картинка, нужен сильный свет. Электричество уже существовало, но оно не было такой спокойной бытовой привычкой, как позже. Для проекции использовали осветительные системы, где рядом могли оказаться кислород, горючие пары и открытый или почти открытый источник жара. В материалах расследования чаще всего вспоминают опасную возню с лампой и эфиром. Смысл простой. Чтобы техника работала, оператору приходилось иметь дело не с кнопкой, а с веществами, которые могли вспыхнуть быстрее, чем человек успеет сделать шаг назад.
И вот здесь становится неуютно. Будка кинематографа стояла не в каменном зале, рассчитанном на пожар, а внутри праздничной декорации. Рядом дерево, холст, картон, расписные панели, занавеси. Проходы узкие, потому что ярмарка должна быть уютной, плотной, похожей на старый квартал. Никто не строил ее как машину для эвакуации. Ее строили как красивую прогулку. В этом и ловушка эпохи. Новая техника вошла в пространство, где правила были еще от старых развлечений. Зритель видел чудо на экране, оператор видел пламя, свет, емкости, пленку, тесный угол и людей за стенкой. Между этими двумя взглядами лежала вся будущая безопасность кино. Когда огонь появился, он не стал медленно предупреждать всех по очереди. Он нашел ткань и декор. Сначала вспыхивает место у аппарата, затем пламя цепляется за занавес, а дальше праздник будто переворачивается внутрь себя. То, что минуту назад создавало уютную старинную улицу, становится топливом. Легкий потолок, перегородки, сухое дерево, украшения. Огонь бежит не как в каменном доме, где ему надо искать путь. Здесь путь уже приготовлен. Люди в первых рядах еще пытаются понять, что происходит. Кто-то оборачивается на свет, который внезапно стал неправильным, кто-то слышит треск выше головы, кто-то видит, как в проходе вместо очереди появляется давка. Самое страшное в таких местах не только пламя, страшна геометрия. Если выходов мало, если проходы сужаются, если публика не знает, куда идти, толпа сама закрывает дорогу. Белые платья цепляются за скамьи и друг за друга. Дым быстро опускает потолок до уровня лица. Временный павильон, сделанный для красоты и сбора пожертвований, за считанные минуты превращается в капкан. Среди погибших окажется герцогиня Алансонская, и громкая фамилия надолго притянет к себе внимание газет. Но за этой фамилией нельзя потерять механизм. Здесь убивала не одна искра. Здесь встретились искра, горючая техника, легкая архитектура и отсутствие привычки думать о выходе раньше, чем о декоре. После пожара город уже не мог делать вид, что временные зрелища живут вне правил. Газеты писали о жертвах, о спасшихся, о тех, кто помогал, и о тех, кто растерялся. Но технический вопрос был холоднее и полезнее любой светской хроники. Где стоит аппарат? Чем освещают экран? Из чего сделаны стены? Сколько людей внутри? Куда они побегут, если первый выход исчезнет в дыму? Раннее кино не исчезло после этой катастрофы. Наоборот, оно стало только сильнее входить в жизнь. Но вместе с ним начали приходить требования к будкам, лампам, пленке, дверям, проходам, надзору. Не сразу и не идеально. Правила часто рождаются после того, как кто-то уже заплатил за отсутствие правил. В базаре де ла Шарите особенно видно, как опасность пряталась не в самой идее кино, а в спешке вокруг него. Новую машину поставили туда, где все было рассчитано на впечатление, а не на отказ системы. И это знакомая история даже сейчас. Мы сначала влюбляемся в эффект, потом спрашиваем, что будет, если он сломается. В тот день занавес вспыхнул раньше, чем публика успела понять устройство чуда. А следующая загадка снова начнется с обычного места, где опасность долго выглядела частью порядка. История номер 22 начинается с двери, которую не заперли полностью. Вот в чем странность. Она была открыта, люди видели проход, дети бежали к нему, и все равно этот проход стал ловушкой. Просто удержите эту картину. Внизу лестницы есть выход, но он открыт только настолько, чтобы пропускать по одному. Ни толпу, ни волну. Одного ребенка за раз. В Сандерленде, в Виктория-Холле, шел детский праздник, конец июня 1883 год. Зал развлечений, газовый свет, деревянные балконы, шум, фокусы, обещанные игрушки. Для детей из рабочих семей это был не просто спектакль. Это был день, когда можно уйти домой с призом в руках. Взрослые думали, что главное уже позади. Представление закончилось, публика поднимается, дети смеются, кто-то торопится к выходу. И вот тут обычная радость превращается в гонку. По залу проходит весть, что подарки раздают внизу. Не все, возможно, поняли порядок, не все слышали одинаково. Но ребенку достаточно одной мысли: если опоздаешь, тебе не достанется. Сверху к лестнице тянутся ряды маленьких ботинок. Перила гладкие, ступени крутые, воздух теплый и тяжелый. И внизу почти незаметно ждет та самая деталь. Дверь открыта не во всю ширину, и ее будто придержали, чтобы толпа не высыпала сразу.
Звучит разумно, даже аккуратно, но лестница не прощает такой аккуратности. Чтобы понять, почему все случилось так быстро, важно увидеть зал не как красивый театр, а как машину для движения людей. В XIX веке такие места строили для зрелища, не для спокойной эвакуации. Балконы, галереи, отдельные входы для разных мест, узкие лестницы, повороты, двери, которые могли открываться не туда или не полностью. Пока публика сидит, это выглядит нормально. Проблема начинается, когда сотни тел одновременно решают, что им нужно в одну точку. У взрослых есть тормоз. Они оглядываются, ругаются, уступают, иногда пугаются. У детей этот тормоз слабее, особенно когда впереди обещаны игрушки. Подарки на таких праздниках были обычным способом привлечь семьи. Дешевые вещицы, книжки, сладости, маленькие призы. Для организаторов это веселая часть вечера. Для ребенка наверху галереи это может звучать как соревнование. И вот поток с верхнего яруса сжимается. Первые дети видят препятствия у двери и замедляются. Те, кто за ними, этого уже не видят. Они видят только спины и слышат напор сзади. Лестница добавляет свою физику. На ровном полу толпа еще может расползтись в стороны. На ступенях каждый шаг ниже делает тело тяжелее для тех, кто впереди. Если один ребенок споткнулся, следующий не успевает остановиться. Третий уже не знает, что там внизу человек, а не просто задержка. Самое страшное в давке то, что она не похожа на драку. Большинство не хочет никого толкать, но давление передается через плечи, спины, локти, через весь поток. В какой-то момент отдельные люди исчезают, остается масса. И эта масса упирается в дверной проем, который был почти нормальным. Почти. Теперь самое неуютное. Речь не о гигантской стене, не о пожаре, не о рухнувшем потолке. Следствие потом будет разбирать дверь и болт, который оставлял только узкий проход. По смыслу это была мера контроля. Пропускать детей постепенно, не дать им вырваться всей толпой. Но контроль поставили в самом плохом месте. Не наверху, где поток еще можно остановить голосом и рукой, не в просторном холле, где есть место расступиться, а внизу лестницы, где напор уже набрал силу. Первые у двери оказываются прижаты. Они не могут повернуться назад и объяснить, что проход слишком узкий. Они не могут открыть дверь шире, потому что к ней уже прижали тела. Те, кто выше, слышат крики, но крик в толпе непонятен. Он не говорит, что делать, он только добавляет тревогу. Кто-то пытается подняться обратно, не выходит. Кто-то хватается за перила, рука соскальзывает. Маленькая обувь скребет по ступеням. Взрослые внизу понимают не сразу, насколько все плохо. Снаружи это может выглядеть как задержка после шумного праздника. Ну, толпа, ну, дети спешат. Еще секунда, еще одна. А внутри этой секунды уже нет воздуха и нет места для жеста. В таких давках погибают не потому, что кто-то обязательно падает с высоты. Часто достаточно сжатия грудной клетки. Человек в сознании, но не может сделать вдох. Для ребенка это наступает быстрее. И когда, наконец, дверь открывают шире, трагедия уже не отменяется. Проход появляется слишком поздно. Праздник успел стать следственным делом. После Сандерленда осталась цифра, от которой трудно отвести взгляд. Погибло 183 ребенка. Но если остановиться только на ней, пропадет главный урок. Эта катастрофа заставила говорить не о плохой удаче, а о конструкции. Как открывается дверь? Где стоит человек, который управляет выходом? Можно ли открыть створку наружу одним нажатием? Что происходит, если публика не идет, а бежит? Для викторианских залов это был неприятный разговор, потому что опасность пряталась в привычных вещах. В красивой лестнице, в раздельных проходах, в желании навести порядок у выхода, в уверенности, что толпу можно придержать железкой. После таких случаев постепенно крепнет идея аварийного открывания. Дверь должна поддаваться людям, которые давят на нее изнутри, а не требовать ключа, спокойствия и свободных рук. Позже это выльется в более понятные правила для общественных зданий и в устройства, которые сегодня кажутся настолько обычными, что мы их почти не замечаем. Нажал на планку, дверь ушла наружу, все. Но за этой простотой стоит длинная память о местах, где дверь была не врагом и не стеной, а маленькой ошибкой в расчетах. В Виктория-холле детям обещали игрушки. Их повели через театр, где все выглядело празднично и законно, а граница между шумным вечером и катастрофой оказалась шириной в недооткрытую створку. Следующая история тоже начнется с обычного дня. И снова решит все деталь, на которую почти никто не смотрел. История номер 23 начинается не с грохота, а с привычного шума. Внизу работает бумажная фабрика, из труб тянет дым, по улице в Остине идут люди в мокрых ботинках, и где-то выше, за деревьями, стоит бетонная стена.
Ее слышно не всегда, иногда только вода шуршит у основания, будто кто-то шепчет в щель. Неприятная деталь, но не повод бросать дом, работу, лавку, школу. Так обычно и начинается самое опасное. Оно выглядит как часть местности. Остин в Пенсильвании жил не рядом с природной скалой, а рядом с частной плотиной компании Bayless Pulp and Paper. Вода нужна была фабрике. Фабрика давала зарплату. Зарплата держала город. И вот здесь становится неуютно. Людям не обязательно верить, что стена безопасна, если вся их жизнь устроена так, будто другого выбора нет. Бетонная плотина тогда казалась современным решением. Прочно, ровно, почти навсегда. Но ранняя эпоха таких сооружений еще училась понимать, как ведет себя огромная масса воды, когда она не просто стоит в пруду, а день за днем давит на стену, на швы, на основания под ней. Сверху все могло выглядеть спокойно. Внизу решалась другая история. Камень, грунт, вода и бетон спорили без слов. Трещина в такой истории редко выглядит как приговор. Сначала это линия на бетоне, потом мокрое пятно, потом ремонт, который вроде бы все закрывает. Люди проходят мимо и говорят себе простую вещь. Если бы было по-настоящему страшно, начальство бы остановило работу. Знакомая логика, очень человеческая. По сообщениям того времени и последующим разбирательствам, тревожные признаки у плотины замечали до обрушения, а стену ремонтировали. Но ремонт не всегда означает решение. Иногда он означает, что опасность удалось спрятать под новым слоем. Важно понять одну вещь. Плотина держится не только собственной тяжестью. Она должна правильно упираться в основание, не скользить, не пропускать воду там, где вода начинает искать дорогу. А вода терпеливая. Она входит в слабое место тонкой струйкой, расширяет его, давит снизу, давит сбоку, меняет равновесие. Для человека это просто сырость у стены. Для сооружения это разговор о том, кто кого сдвинет. Ранние бетонные плотины часто строили с уверенностью, которая опережала опыт. Расчеты были, инженеры были, но не было длинной памяти аварий, которую позже начнут превращать в нормы, проверки и запреты. Остин оказался городом, где теория стояла над крышами, и каждый день подтверждал ошибочную уверенность. Раз вчера не рухнула, значит и сегодня выдержит. Когда стена наконец уступила, город не получил длинного предупреждения. Не было удобной сцены, где все успевают понять смысл каждого звука. Сначала что-то меняется в шуме воды. Он становится ниже, плотнее, тяжелее. Потом из долины идет удар, похожий не на дождь и не на поезд, а на массу, которая сорвалась с места. Мутная волна несет доски, бревна, обломки стен, листы бумаги с фабрики. Белые клочья липнут к грязной воде, и эта деталь почти невозможна. Бумага, ради которой держали водохранилище, плывет вместе с разрушенным городом. Человек на улице мог увидеть не всю волну, а только ее край между домами. Забор исчезает, сарай поворачивает боком. Деревянная стена дома на секунду держится, потом складывается. В такие мгновения техника перестает быть чертежом. Она становится скоростью, высотой, грязью во рту, чужим криком за углом. Плотина у Остина рухнула в 1911 году, и число погибших обычно приводят как 78 человек. Для маленького промышленного поселка это не строка в отчете, а пустые места за столами, закрытые лавки, семьи, которые больше не собираются в прежнем составе. И все же главный ужас был не только в воде. Главный ужас был в том, что признаки опасности не прилетели с неба. Они жили рядом. Их видели, к ним привыкли. После катастрофы язык сразу меняется. До нее говорят о работе, воде, ремонте, необходимости. После нее появляются слова про давление, основание, ответственность, осмотр, расчет. Так всегда бывает слишком поздно. Разбирательства вокруг Остина показывали болезненную вещь. Промышленный город может зависеть от сооружения, которым распоряжается частная компания, а риск при этом лежит не только на владельцах. Он лежит на тех, кто живет ниже по течению, на детях, на рабочих, на продавцах, на людях, которые не читали инженерных чертежей и не голосовали за высоту стены. Эта история важна не потому, что бетон оказался плохим сам по себе. Бетон не злодей. Опасной была смесь уверенности, экономической нужды и недостаточного контроля. Ранние плотины учили инженеров жестко. Вода не уважает авторитет компании и не принимает на веру свежий ремонт. Если основание слабое, если просачивание растет, если нагрузка понята плохо, стена не становится безопасной от того, что город привык на нее не смотреть. Потом появятся более строгие проверки, другие требования к проектам, больше внимания к геологии и дренажу. Но для Остина это знание пришло мутной волной с досками и листами бумаги.
И когда в следующий раз обычный шум воды сочтут фоном, стоит вспомнить эту долину. Иногда шепот под стеной уже говорит достаточно громко. История номер 24 начинается с почти пустого купе. Поезд приходит, двери на месте, стекла не выбиты, вагон не сошел с рельсов. Но в первом классе лежат чужие вещи, и не хватает главного – самого пассажира. На сиденье остается цилиндр, рядом сумка, будто владелец просто вышел на минуту и сейчас вернется. Только поезд уже прибыл, а выйти из такого купе на ходу почти невозможно без риска разбиться. Вечерний Лондон середины 19 века еще привыкает к городской железной дороге. Для состоятельного человека это удобство. Сел отдельно, закрылся от толпы, доехал по расписанию. Томас Брикс, пожилой банкир, как раз из таких пассажиров. Он не герой газетной драмы, не авантюрист, не человек с тайной биографией. Просто мужчина, который едет домой после обычного дня. И вот здесь становится неуютно, потому что новая железная дорога обещала порядок. Билет, расписание, станция, лампа под потолком, мягкое сиденье. Но купе тогда были не такими, как сейчас. Не было общего коридора, куда можно выйти, не было проводника, который проходит мимо каждые несколько минут. Каждая секция вагона была маленькой закрытой комнатой на колесах с дверью прямо наружу. Снаружи город, насыпь, темнота. Внутри два человека могут оказаться одни, и весь поезд об этом не узнает. Пока не станет поздно. Первые люди, которые видят купе, не находят там сложной загадки. Они находят беспорядок, который слишком быстро становится уликой. Пятна крови, следы борьбы, вещи Брикса, оставленные так, словно их бросили в спешке. А потом появляется еще более страшная часть картины. Самого банкира находят не в вагоне, а возле линии, тяжело раненого. Его выбросили или он выпал во время движения. В этой истории важно не только преступление, а устройство места. Закрытое купе первого класса давало приватность, и именно она стала ловушкой. Соседний пассажир мог сидеть через стенку и ничего не слышать за шумом колес. Служащий на платформе видел дверь только в момент остановки. Между станциями вагон превращался в отдельную комнату, которую город не контролировал. Сейчас это звучит дико, но тогда такой формат казался нормальным. Уединение продавалось как комфорт. Богатый пассажир не должен был толкаться с чужими локтями и корзинами. И вдруг выяснилось, если в эту маленькую комнату зайдет опасный человек, помощь окажется на расстоянии вытянутой руки, но за стеной дерева и железа. Дальше начинается странная гонка. Не за поездом, он уже ушел. Гонка за предметами. Шляпа, сумка, цепочка, часы, следы крови. Описание подозрительного молодого мужчины. Полиция еще не имеет современных баз, камер и быстрых экспертиз. Зато у города есть новая нервная система – телеграф. Сообщения летят быстрее лошади, быстрее поезда, быстрее слуха на улице. И дело Брикса впервые показывая публике, что преступник может уехать далеко, но новость иногда бежит за ним еще быстрее. Подозрение постепенно сходится на молодом портном Франце Мюллере. Не потому что кто-то поймал его с ножом у вагона. Все куда тоньше и неприятнее. В деле начинают говорить вещи. Часы, цепочка, шляпа, покупка нового цилиндра, попытка избавиться от старого. Такие детали легко кажутся мелкими, пока не понимаешь, как работал викторианский суд. Предмет был почти голосом человека. Если вещь узнавали родственники, если продавец вспоминал покупателя, если свидетель видел похожую фигуру у станции, из этих фрагментов собирали мостик от пустого купе к конкретному имени. Но мостик шаткий, газеты уже хотят ясности, публика хочет чудовище с лицом, полиции нужно доказать не тревогу, а цепочку действий. Мюллер тем временем оказывается не за углом, а на пути через океан. И вот здесь телеграф делает историю почти современной. Из Лондона посылают сообщения вперед, к месту, куда должен прийти корабль. Не человек догоняет человека, а сигнал догоняет пароход. Для середины 19 века это звучит почти как новый закон мира. Можно исчезнуть физически, но описание, имя и подозрения уже ждут тебя на другом берегу. Когда Мюллера задерживают после прибытия, газетам достается все, что они любят. Железная дорога, кровь в первом классе, бедный ремесленник, убитый банкир, погоня через Атлантику. Но суду этого мало. Там снова возвращаются к простым вещам. Кто видел шляпу? Кто узнал цепочку? Когда подозреваемый мог оказаться в купе? И могла ли эта закрытая деревянная коробка скрыть нападение до самой станции? Процесс над Мюллером стал не просто судом над одним человеком. Это была проверка доверия к новой городской машине. Можно ли верить поезду, если внутри него есть комнаты, куда никто не заглядывает? Можно ли верить телеграфу, если он приносит подозрения быстрее, чем присяжные успевают разобраться?
Можно ли верить свидетелям, которые узнают вещь, лицо, манеру, но делают это уже после газетного шума? Мюллера признали виновным и казнили. Дело вошло в память как одно из первых громких железнодорожных убийств в Британии, хотя в таких формулировках всегда лучше оставлять место для уточнений. Но главный след остался не в самой казни. После истории Брикса люди иначе посмотрели на купе без коридора. Раньше закрытая дверь означала комфорт, теперь она означала вопрос. Если там случится беда, кто услышит? Газеты разнесли этот страх по городу так же быстро, как телеграф разнес ориентировку. На железной дороге начали обсуждать безопасность, связь с персоналом, устройство вагонов, возможность заметить опасность раньше финальной станции. Не все поменялось сразу, конечно. Викторианский транспорт двигался быстрее, чем его правила, но именно такие случаи заставляли правила догонять рельсы. В пустом купе Брикса не было фантастической тайны. Там была более тревожная вещь. Обычная поездка, в которой все элементы работали как положено, кроме одного. Никто не видел, что происходит за закрытой дверью, и поэтому сумка на сиденье оказалась страшнее разбитого окна. Следующая история снова начнется с мелочи, которую почти можно не заметить. А потом она потянет за собой весь день. История номер 25 начинается с лампы, которую нужно было просто зажечь. Не поднять мост, не остановить поезд, не обезвредить снаряд. Всего лишь дать свет на сцену. В Венском Ринг-театре публика уже сидела в ложах. Шуршали платья, кто-то проверял билет, кто-то смотрел на занавес и ждал оперу. Снаружи был декабрь 1881 года, а внутри все выглядело как правильный вечер большого города. Золото, красный бархат, лестницы, зеркала, газовые рожки у сцены. Театр умел убеждать человека, что он в безопасности. Вот в этом и была ловушка. За красотой стояла техника, которую нужно было включать руками и привычкой. Газ шел по трубкам, собирался в горелках, свет должен был вспыхнуть ровной линией у рампы и за кулисами. Но если огонь появлялся не там, где его ждали, театр менялся за секунды, не в переносном смысле. Дерево, краска, ткань, декорации, пыль, канаты, занавес – все это рядом с открытым пламенем. И самое неприятное здесь не то, что люди не знали слова «пожарная безопасность». Они знали огонь. Они видели его каждый вечер. Просто он был частью спектакля, почти мебелью. Важно понять одну вещь. Сценический газовый свет не был похож на современную кнопку у двери. Это была система труб, кранов, рожков и людей, которые помнили порядок действий. Где-то надо было открыть подачу, где-то поднести пламя, где-то проследить, чтобы газ не ушел в воздух раньше времени. В Ринг-театре, по материалам расследований, начальная ошибка была связана именно с зажиганием сценического освещения. Детали в старых описаниях расходятся, но смысл страшно простой. Газ и огонь встретились не в безопасной последовательности. Маленькая вспышка у сцены еще не обязана стать катастрофой. Ее можно сбить, можно опустить занавес, можно вывести людей, но старый театр проверяется не в тот момент, когда все красиво. Он проверяется, когда сотни зрителей встают одновременно и хотят только одного – наружу. А теперь удержите эту картину. Дым сначала не идет к креслам честной стеной. Он копится под потолком, сереет в желтом свете, съедает верхние ярусы. Внизу еще могут думать, что это задержка. Наверху уже труднее дышать. Те, кто заплатил меньше и сидел выше, часто получали самый длинный путь к спасению. Лестницы узкие, коридоры путают направление, двери открываются не так, как хотелось бы толпе. Иногда дверь вообще важнее огня. Огонь далеко, а дверь перед тобой не дает пройти. Первые минуты, судя по дальнейшему разбору, были потеряны на неверную уверенность. В театре есть особая привычка. Если что-то происходит за занавесом, зритель ждет, что служащие знают больше. А служащие иногда ждут приказа, потому что приказ дешевле паники. И вот здесь становится неуютно. Билет, который еще недавно был пропуском в праздничный вечер, превращался в привязку к месту. Ложа, ярус, лестница, поворот, дверь. План здания внезапно решал, у кого есть лишняя минута. Дым пошел быстрее людей. Он забирал видимость, забирал голос, забирал простую способность понять, где низ, где выход, где чужая спина. В толпе человек перестает быть разумным исследователем маршрута. Он идет за движением, за криком, за щелью света. Если передние останавливаются, задние еще давят. Если дверь узкая, толпа сама становится замком. Представьте себе красный бархатный зал, где не видно красного. Только серо-желтая муть, кашель, треск декораций и лица, поднятые к лестнице. Кто-то бежит вниз, кто-то возвращается, потому что коридор забит. Кто-то хватает ручку и не понимает, в какую сторону должна открыться дверь.
В этот момент становится ясно, что театр был построен для входа, рассадки и красивого взгляда на сцену, а не для быстрого исчезновения всех людей сразу. После ринг-театра разговор уже нельзя было вернуть к фразе «несчастный случай». Погибли сотни людей. Точное число в разных подсчетах называют не одинаково, и это само по себе говорит о масштабе хаоса. Но расследование смотрело не только на пепел. Оно смотрело на план. Где были выходы, кто отвечал за ключи, как открывались двери. Почему зрители не получили понятный путь наружу? Как быстро подняли тревогу? Почему газовое освещение, привычное и почти домашнее, оказалось частью смертельной цепи? В этом и есть поворот для будущих театров. Безопасность перестала быть доброй волей управляющего и набором местных привычек. Начали требовать понятные выходы, свободные проходы, другой контроль света, занавесов, лестниц, материалов, дежурств. Не сразу идеально, не в один день, но мысль стала жестче. Если ты продаешь человеку место в зале, ты отвечаешь не только за вид на сцену, ты отвечаешь за путь обратно на улицу. Ринг-театр потом не восстановили как прежний нарядный дом развлечений. На его месте появилась другая городская память, уже без бархатного блеска. А лампа из начала этой истории осталась важной не потому, что была редкой или сложной, она была обычной. И именно обычная вещь показала, что красота здания ничего не стоит, если дверь не открывается вовремя. Дальше будет другая забытая загадка, где опасность тоже пряталась не в чудовище, а в привычном порядке вещей. История номер 26 начинается не со взрыва. Она начинается у ворот шахты, где люди уже почти перестали ждать. На мокром ветру треплются газеты, на стене висят списки, и в этих списках живые люди постепенно становятся погибшими. А потом из-под земли выходят 13 шахтеров. Не через час, не на следующий день, через 20 дней после катастрофы. Просто удержите эту картину. Север Франции, март 1906 года, черные терриконы вокруг поселков Курьера, лампы на касках и женщины у забора, которые уже слышали от взрослых мужчин слишком много уверенных слов. До этого утра все было обычным. Шахта работала как огромный подземный город. Люди спускались сменами, проходили по штрекам, рубили уголь, толкали вагонетки, следили за лампой и за воздухом. Воздух там был не мелочью. Он решал, вернешься ты наверх или нет. В угольной шахте начала 20 века опасность не всегда выглядит как обвал. Иногда она лежит на балках тонким черным слоем. Угольная пыль. Ее можно стряхнуть рукавом, можно не заметить, можно привыкнуть к ней, как к грязи на ботинках. Но если в шахте появляется искра, эта пыль превращается в топливо. А рядом есть еще метан, рудничный газ, который скапливается там, где вентиляция слабее. По отдельности это уже страшно. Вместе это почти ловушка, собранная из обычного рабочего дня. Утром 10 марта под землей что-то вспыхнуло, и шахта повела себя не как место работы, а как труба, набитая огнем и пылью. Взрыв пошел по выработкам, поднимая угольную пыль со стен, пола, крепей. Один толчок кормил следующий. Воздух, который должен был спасать, нес ударную волну дальше. На поверхности люди сначала могли понять только одно. Из шахтных стволов вышел грязный рев, потом дым, потом слухи. В такие минуты техника выглядит беспомощно. Клети, которые поднимают шахтеров наверх, зависят от стволов. Стволы зависят от дыма, жара, разрушенных крепей и газа. Спасатели не могут просто побежать вниз, как в горящий дом. Если вентиляция нарушена, каждый шаг может привести в карман с ядовитым воздухом. Если открыть не тот ход, можно направить дым туда, где еще кто-то жив. И вот здесь становится неуютно. Правильное решение на бумаге может быть смертельным в темноте. Шахтная компания и инженеры пытались восстановить контроль. Нужно было понять, где идет пожар, где завалы, куда дует воздух, где можно пройти. Но на поверхности стояли семьи, которым не нужны были схемы. Им нужны были люди. Чем дольше тянулось ожидание, тем сильнее росла ярость. Одни говорили, что спасение слишком быстро сменили расчетом убытков и дисциплиной производства. Другие отвечали, что неподготовленный спуск только добавит погибших. В обоих объяснениях был холод, а у ворот были лица, которые не могли принять холод. Дальше начинается самая странная часть этой истории. После катастрофы в Курьере погибших было так много, что сама надежда стала выглядеть непрактичной. Официальный счет шел на сотни, потом перевалил за 1000. Тела искали в завалах, выносили наверх, узнавали по одежде, по вещам, по тому, что еще можно было узнать. Газеты писали о крупнейшей горной катастрофе Европы, а семьи приходили снова и снова, будто у списка можно выпросить ошибку. И ошибка действительно была, только не на бумаге, а под землей.
Группа шахтеров после взрыва не погибла сразу. Они оказались в стороне от главного удара, в темных ходах, где еще оставался воздух. Их спасло не чудо в красивом смысле, а геометрия шахты, случайный запас кислорода, остатки ламп, знание выработок и упрямое движение. Они шли почти вслепую, выбирая ходы, где можно дышать. Пили грязную воду, ели то, что находили, включая корм для лошадей, которые работали под землей. Это звучит дико, но в шахте того времени лошадь была частью производства, такой же привычной, как вагонетка. Дни слипались. Наверху их уже могли считать мертвыми, а внизу они еще проверяли воздух лицом и горлом. Когда 13 человек наконец вышли, это было похоже не на радостную развязку, а на обвинение. Потому что если они жили 20 дней, значит вопрос о прекращении поисков звучал уже иначе. Не отвлеченно, не технически, а почти физически. Курьер стал не только трауром, но и спором о том, кто имеет право решать, что под землей уже никого нет. В технических отчетах потом разбирали вентиляцию, пыль, возможный источник воспламенения, состояние выработок и действия спасателей. В рабочих поселках разбирали другое, почему отцы, братья и сыновья оказались в шахте, где пыль могла стать взрывчаткой, а спасение зависело от расчетов начальства. Ранние горно-спасательные команды еще не были теми службами, которые мы представляем сегодня. Аппараты для дыхания только входили в практику, связь была слабой, карты могли отставать от реальных ходов, а пожар под землей превращал любой план в спор с дымом. Но именно такие катастрофы заставили шахты внимательнее относиться к угольной пыли, водяному орошению, вентиляционным дверям, изоляции пожаров и подготовке спасателей. Цена этого знания была чудовищной. И поэтому появление 13 выживших не стало простой историей о надежде. Оно ударило по официальному спокойствию. Люди увидели, что между фразой «поиски прекращены» и последним живым человеком может лежать не точка, а темный коридор длиной в 20 дней. В этом и есть жуткая сила курьера. Шахта закрывала людей не только камнем и дымом, она закрывала их решениями наверху, а потом, слишком поздно для многих, земля вернула тех, кого уже вычеркнули. Следующая забытая загадка тоже начнется с обычного дня, только там опасность будет ждать не под землей, а совсем рядом с домом. История номер 27 начинается с детали, которую легко принять за мелочь. На огромной стальной ферме у Квебека один элемент вдруг выглядит не так. Не сломан, не разорван, просто выгнулся. Рабочие наверху продолжают дело, заклепки раскаляются, молоты бьют по металлу, под ногами далеко внизу идет широкая река Святого Лаврентия. Все похоже на обычный день большой стройки, где шум сильнее тревоги. Но мост уже как будто пробует сказать «я тяжелее, чем вы думаете». Это должен был быть проект для гордости. Длинный пролет, смелая консольная схема, сталь, расчеты, инженеры с именами. Квебеку нужен был мост через реку, которая разделяла не только берега, но и торговлю, железные дороги, амбиции города. В конторах лежали чертежи, на площадке росли фермы, и каждый новый кусок металла приближал момент, когда люди скажут «вот, мы смогли». Важно понять одну вещь. Такой мост еще до первого поезда уже несет огромный груз. Сам себя. Это называется собственный вес конструкции. Балки, раскосы, узлы, заклепки, временные крепления – все это давит вниз каждую минуту. И если на бумаге этот вес занижен, ошибка не ждет открытия движения. Она начинает работать сразу, пока строители думают, что они просто собирают будущее. На чертежном столе мост выглядел послушным. Линии сходились, силы раскладывались по фермам, сжатие шло в одни элементы, растяжение в другие. Так тогда и считали большие стальные мосты. Вручную, через таблицы, через опыт, через доверие к старшим инженерам. Компьютера, который прогонит 1000 вариантов и подсветит слабое место, не было. Независимая проверка тоже не была той привычной стеной, которую сегодня ставят между проектом и катастрофой. Много держалось на авторитете, а авторитет иногда опасно похож на тишину. Консультантом проекта был Теодор Купер, известный инженер. Он работал не на площадке каждый день, а в основном издалека, через письма, расчеты и сообщения. И вот здесь становится неуютно. Когда металл начал заметно выгибаться, это не сразу стало приказом остановить стройку. Сигнал прошел по человеческой цепочке. Кто-то увидел, кто-то измерил, кто-то написал, кто-то ждал ответа. А мост в это время не ждал. Он тяжелел. Каждый установленный элемент добавлял нагрузку к тем элементам, которые уже работали на пределе. Представьте вес не как цифру в ведомости, а как руку, которая медленно давит на линейку. Сначала линейка чуть пружинит, потом выгибается сильнее. И если продолжать нажимать, она ломается не потому, что в последнюю секунду случилось чудо.
Она ломается потому, что весь путь к поломке уже был пройден. В день обрушения работа не выглядела как сцена перед бедой. Люди поднимались на сталь, кто-то нес инструмент, кто-то стоял у клепального молота, кто-то смотрел на соединения, которые еще утром казались просто трудными, но не смертельными. И тут важно не перепутать. Мост не рухнул во время торжественного открытия. Он рухнул, пока его еще строили и проверяли, когда инженеры уже спорили с тревожными признаками. Это делает историю особенно тяжелой. Предупреждение было не после, а до. Сначала движение пошло по металлу. Огромная ферма, которая должна была держать форму, начала складываться. Не вся сразу, а как цепь, где одно звено тянет другое. Рабочий на высоте в такую секунду мог понять только одно – земля исчезла из привычного места. Балки уходят вниз. Заклепки и соединения рвутся с резким металлическим треском. Воздух наполняется грохотом, который уже нельзя остановить приказом. Темная линия моста, еще минуту назад висевшая над рекой как доказательство расчета, ломается и падает в Святого Лаврентия. 75 человек погибли, большинство из них были рабочими. Это не просто число в отчете. Это смена, которая утром пришла на мост, потому что день считался рабочим. После катастрофы комиссия будет разбирать расчеты, письма, решения, нагрузку, ответственность. И снова вернется к тому самому вопросу. Почему изгиб металла не стал последней точкой перед остановкой? Потом началась другая работа, не на высоте, а за столами. Надо было понять, как мост, рассчитанный лучшими людьми своего времени, оказался слабее собственного веса. Вывод был жестким. Нагрузку от стальной конструкции недооценили, а отдельные элементы получили больше, чем могли выдержать. Ошибка выглядела как расчетная строка, но на мосту она стала искривленной балкой, задержанным письмом и телами людей в холодной воде. После таких аварий инженерия взрослеет болезненно. Появляется больше независимых проверок, жестче разделяются проект, надзор и утверждения. Серьезнее считают не только поезд, ветер и движение, но и саму массу сооружения. Потому что большой мост нельзя проверять надеждой. Его проверяют чужими глазами, повторным расчетом и правом сказать «стоп», пока не поздно. Квебекский мост позже все-таки достроят, но уже с другой памятью в стали. И эта память простая. Если конструкция начала говорить изгибом, это не мнение, это факт. Самое страшное в этой главе не то, что металл упал. Самое страшное, что он предупреждал достаточно тихо, чтобы люди еще успели назвать это рабочей проблемой. А следующая забытая история начнется с места, где обычная проверка тоже должна была всего лишь подтвердить, что все в порядке. История номер 28 начинается с вещи, которая с берега выглядела почти успокаивающе. У маяка Смолс на наружной площадке стоял деревянный ящик. Не флаг бедствия, не разбитая лодка, просто ящик, прижатый к белой башне над Серым морем. И люди на берегу решили, что это, возможно, какой-то рабочий сигнал. Свет ведь горел, вот что важно. Каждую ночь в проливе Святого Георга моряки видели огонь, который должен был предупреждать о скалах. Значит, служба идет, значит, смотрители живы, масло подливают, фитиль правят, стекла протирают. В такой системе нормальность проверялась очень грубо. Если маяк светит, значит, все еще держится. А внутри этой нормальности уже был кошмар. На маяке находились двое – Томас Хауэлл и Томас Гриффит. Двое мужчин на крошечной точке среди воды, куда нельзя просто зайти с вопросом «как дела?». Погода решала за всех. Если море не пускало лодку, берег мог только смотреть издалека и ждать удобного дня. Представьте себе не романтическую башню, а тесную рабочую машину. Внизу припасы, выше жилое место, наверху фонарь. Ветер трясет конструкцию, волна бьет в опоры, а человек все равно должен подняться и сделать свою работу. Потому что кораблю в темноте все равно, болен ли смотритель и спал ли он прошлой ночью. До телеграфа и радио маяк был почти немым. Он мог говорить светом, иногда флагом, иногда странной вещью, которую заметят в подзорную трубу. Но объяснить человеческими словами «Мой напарник умер, заберите меня отсюда, я не могу оставить огонь», он не мог. По распространенной версии, Гриффит заболел и умер прямо на посту. Для Хауэлла это была не только утрата напарника, это была ловушка. Если он оставит тело внутри, начнутся запах, страх, подозрения. Если выбросят за борт, на берегу могут решить, что он убил товарища и спрятал следы. Жуткая логика, но в ней слышно время. Доказать свою невиновность человеку с одинокой скалы было почти нечем. И тогда он сделал то, что звучит как деталь из страшного рассказа, хотя в ней есть холодный практический смысл. Хауэлл соорудил ящик, что-то вроде временного гроба, и вынес тело наружу на площадку. Там был ветер, соль, холод.
Там тело можно было сохранить дальше от жилого места, и там его могли увидеть с берега. Но берег увидел не то. Слишком далеко, слишком много волн между людьми. Ящик стал знаком без подписи. Может быть, это просьба о припасах, может, поломка, может, ничего срочного, раз огонь по-прежнему горит. Вот здесь становится неуютно. Система видела результат работы, но не видела человека, который ломался, выполняя ее. Дальше самое тяжелое даже не смерть. Самое тяжелое, что дни продолжались. Маяк не давал Хауэлу права остановиться. Ночью огонь должен был гореть. Днем надо было беречь масло, следить за снастями, ждать лодку и снова смотреть на море, которое не приближалось. Он жил рядом с телом напарника неделями. В некоторых пересказах срок называют по-разному, и здесь лучше не цепляться за красивую точность. Главное не в счете дней. Главное в том, что помощь была физически рядом, на берегу, но административно и технически недосягаема. Люди могли видеть башню, но не могли услышать человека. Для береговой службы это тоже был мир привычек. Снабженческая лодка ходит, когда позволяет погода. Сигналы трактуют по инструкции или по опыту. Если фонарь исправен, значит смотритель при деле. Никто не хотел равнодушия. Просто весь порядок был устроен так, что беда без правильного сигнала выглядела как штатная работа. И вот, наконец, море отпустило. Лодка подошла к Смолс. Можно представить этот короткий подъем. Мокрые ступени, скрип дерева, соленый ветер в лицо, белая башня совсем близко. Люди поднимаются и понимают, что ящик был не хозяйственной просьбой. Это был ответ на вопрос, который они слишком долго не могли задать. Хауэлл, по преданию, был жив, но измотан почти до предела. Он сделал главное, чего от него требовала служба – сохранил свет. И одновременно оказался человеком, которого служба не смогла вовремя спасти. После этой истории маяк Смолс перестал быть просто трудным постом. Он стал доказательством одной простой ошибки. Двое на изолированной башне слишком мало. Если один умирает, второй остается и работником, и свидетелем, и санитаром, и обвиняемым в глазах будущего разбирательства. Это непосильная смесь. Отсюда выросло правило о 3 смотрителях на таких постах. Не из красивой заботы на бумаге, а из практического ужаса. Третий человек менял все. Один мог заболеть, второй мог ухаживать за ним, третий продолжал держать огонь. Или двое могли подтвердить, что случилось. Для морской администрации это был язык, который она понимала. Меньше риска, меньше слухов, меньше шансов потерять маяк как рабочий инструмент. В этом и есть главный урок до радиосвязной эпохи. Люди строили маяки, чтобы море стало безопаснее, но сами смотрители жили в зоне, где безопасность заканчивалась у последней лодки снабжения. Флаг мог сорвать ветер, свет мог сказать только одно – «Я горю». А человеческая беда требовала слов, которых у маяка еще не было. Поэтому ящику Смолс так цепляет. Он не был мистическим знаком, он был отчаянной попыткой превратить ужас в сообщение. Берег смотрел на него и продолжал верить процедуре. Огонь горит, значит вахта идет. Но иногда вахта идет уже после того, как обычный день не закрылся. И следующая забытая загадка снова начнется с мелочи, которую люди заметили слишком поздно. История номер 29 начинается с праздника, на котором люди смотрят не на море, а на берег. Новый пароход стоит на стапелях в Глазго. Свежая краска еще кажется влажной. У корпуса толпятся рабочие, начальство, семьи, любопытные. Все ждут красивого момента. Судно должно сойти в воду, чуть качнуться и впервые стать живым предметом реки. Но через несколько минут этот корпус ляжет на бок прямо у верфи. Ни в шторме, ни после рейса. Еще до первого рейса. Это пароход «Дафна», построенный на Клайде в 1883 году. Верфь Александр Стевен энд Санс тогда была частью огромной машины британского судостроения. Клайд выпускал суда одно за другим, и спуск на воду выглядел почти как городской ритуал. Толпа видела гладкий борт, высокие трубы, флаги, людей на палубе, значит, все готово. Вот в этом и ловушка. Корабль на стапеле еще не совсем корабль. Он похож на него снаружи, но внутри может быть пустым, недособранным, неуравновешенным. У него еще нет привычной нагрузки, нет всего оборудования, часть веса не там, где будет потом. А в день спуска на борту часто остаются рабочие. Они доделывают, держат, проверяют, иногда просто оказались там, потому что так устроен темп верфи. Просто удержите эту картину. Праздничная толпа смотрит на предмет, который кажется законченным, а инженеры, если быть честными, смотрят на временную конструкцию, которую сейчас отпустят по мокрому дереву в реку. Спуск судна в 19 веке был не ленточкой и шампанским, а опасной инженерной операцией. Корпус держали на наклонных деревянных путях, под ним были смазанные салазки. Когда подпорки убирали, вся эта масса начинала скользить вниз.
Медленно только на вид. На деле решали секунды, трение, угол, вода и то, как корпус встретит реку. Проблема Дафны была не в том, что она не умела плавать вообще. Проблема тоньше. Недостроенное судно может иметь плохую остойчивость. Это слово звучит сухо, но смысл простой. Если корпус наклонить, он должен хотеть вернуться обратно. Как тяжелая кружка с широким дном. А если вес поднят слишком высоко или распределен неудачно, корпус после крена уже не возвращается, он продолжает падать. Для этого и нужен балласт. Временный груз кладут вниз, чтобы опустить центр тяжести и дать судну запас устойчивости. Камни, железо, вода – все зависит от проекта и практики верфи. Но балласт должен быть не просто где-то внутри. Его должно быть достаточно, и лежать им должен так, чтобы корпус не становился ловушкой. А теперь добавьте людей. Не зрителей на берегу, а рабочих на самом судне. Каждый человек весит немного по сравнению с пароходом, но десятки людей на палубах и в верхних частях корпуса уже меняют картину. Кто-то стоит у борта, кто-то у отверстий, кто-то спускается ниже. В обычный рабочий день это кажется мелочью. В момент спуска это становится частью расчёта, который мог быть сделан слишком уверенно. И вот корпус пошёл. Сначала так, как должен. Дерево скрипит, цепи и подпорки освобождают вес, люди на берегу тянутся вперёд, чтобы увидеть первое касание воды. В такие минуты все смотрят на движение вперёд, почти никто не думает о движении вбок. Дафна соскользнула в Клайд и начала крениться. Сначала это могло выглядеть как обычная качка нового корпуса. Судно встретило воду, вода подхватила один борт, толпа еще не успела понять, где кончается норма. Но крен не остановился. Вот здесь праздник ломается. Черные трубы уходят под углом, палуба становится стеной, люди теряют опору. Те, кто секунду назад стоял на ровном настиле, вдруг оказываются на наклонной плоскости, скользкой от грязи, краски и речной сырости. Самое страшное в такой катастрофе не только падение. Недостроенный корпус полон внутренних отсеков, проемов, лестниц, узких проходов. Когда он ложится на бок, привычное направление исчезает. Верх становится боком, выходы оказываются не там, где тело их ищет. Вода врывается не как в кино одним красивым валом, а через отверстия, люки, открытые места, которые еще не стали безопасной системой корабля. На берегу люди видят невозможное. Судно, которое должно было торжественно поплыть, лежит почти рядом с ними, но до людей внутри все равно не добраться мгновенно. Рабочие цепляются, зовут, пытаются выбраться через железо и дерево. Кто-то успевает, многие нет. По поздним подсчетам погибло больше сотни человек, и именно эту цифру потом будут снова и снова сверять с тем, сколько людей вообще имели право находиться на борту в момент спуска. После таких аварий всегда появляется тяжелый вопрос. Это была несчастная случайность или просчитанная опасность, которую просто приняли как часть работы? Расследование Дафны пыталось разложить катастрофу на детали. Сколько было балласта, где он лежал, как считали остойчивость, почему на борту оставались рабочие, кто отвечал за то, чтобы праздничный момент не превратился в испытание на выживание. Важно понять одну вещь. Верфь не запускала бумажную идею, она запускала огромный железный корпус, и у этого корпуса уже были законы физики. Они не ждали окончания отделки, подписи в журнале или первого коммерческого рейса. Если центр тяжести слишком высок, если временный груз не спасает, если люди добавляют вес там, где его лучше не иметь, река дает ответ сразу. Для судостроителей того времени это было болезненное напоминание. Ответственность начинается раньше, чем судно получает пассажиров и маршрут. Она начинается в тот день, когда корпус впервые отпускает из рук. На стапеле можно торопиться, потому что сроки, деньги, заказчик, репутация. Но вода не принимает объяснений про график. Она проверяет форму, вес и баланс. Дафну подняли из воды, разбирали выводы, спорили о правилах и привычках верфи. Газеты писали о погибших, семьи хоронили рабочих, а технические люди смотрели на одну неприятную секунду снова и снова. Не на весь день, не на весь проект. На тот миг, когда новый пароход выглядел готовым, но еще не был безопасным. И в этом вся жуть этой истории. Иногда корабль тонет не потому, что вышел в море. Иногда ему достаточно впервые коснуться воды. А следующая забытая загадка начнется там, где обычная вещь тоже внезапно перестанет вести себя как обычная. История номер 30 начинается с очень простого движения. Женщина выходит из барака, прикрывает глаза ладонью и смотрит туда, где должен появиться корабль. Ни чудо, ни спаситель, а обычный рейс с мукой, водой, лекарствами и новостями. На Клиппертоне так измеряли время, не календарем, горизонтом. Атолл лежит в Тихом океане далеко от материка.
Плоский, белый, ослепительный. Внутри лагуна, но пить ее нельзя. Под ногами коралл, вокруг птицы, бочки, бараки и запах гуана, ради которого сюда вообще пришли люди. Снаружи это похоже на точку на карте. Для колонии это был рабочий пост. Добыча, флаг, маяк, начальство, расписание судна. И вот здесь важно понять одну вещь. Такие поселения держались не на героизме, а на цепочке. Кто-то в порту помнит отправить груз, кто-то подписывает бумаги, кто-то покупает провиант, капитан выходит в море. Если все звенья на месте, жизнь продолжается почти буднично. Дети болеют, взрослые спорят, рабочие ждут смены, смотритель проверяет огонь маяка. Но если одно звено исчезает, остров не может заменить его ничем. Магазина нет, колодца нет, соседней деревни нет. Только жара и вода, которую нельзя пить. Сначала сбой мог выглядеть почти смешно. Судно задержалось. Ну, бывает. Шторм, поломка, чужой приказ, путаница в конторе. В обычном городе это раздражает. На Клиппертоне это сразу залезает в кастрюлю. Меньше муки, меньше консервов, аккуратнее с водой, письма не приходят и ответить тоже некому. А на материке тем временем Мексику трясет революция. Меняются люди при власти, рушатся привычные маршруты, порты живут своими тревогами. Где-то далеко чиновник может не открыть нужную папку. Для него это мелочь. На острове эта мелочь становится ужином, которого нет. Колония была мексиканской, но сама идея Клиппертона родилась в колониальной экономике. Гуана оценили как удобрение. Маяк был нужен морским путям, флаг показывал притязание на землю. Бумаги говорили, что место важно. Жизнь на месте говорила другое. Если корабль не пришел, важность нельзя сварить в котле. Люди продолжали ждать, потому что другого сценария у них не было. Уйти на лодках через океан почти невозможно. Лагуна замкнута рифами, берег опасен, расстояния чудовищные. Так обычный пост снабжения превращался в ловушку без стен. Самое страшное, что ловушка не хлопнула сразу. Она сжималась понемногу, день за днем, как пустеющий мешок с зерном. Потом у этой истории появляется человек, без которого ее почти всегда вспоминают с содроганием. Маячный смотритель Викториано Альварес. В нормальном поселении смотритель нужен, чтобы огонь был виден кораблям, чтобы порядок держался хотя бы вокруг маяка. Но когда начальство умирает, припасы кончаются, а горизонт остается пустым, должность может превратиться в власть. Не в красивую власть с печатью, а в грубую, близкую, ежедневную. В рассказах о Клиппертоне этот период описывают по-разному, и детали надо проверять осторожно. Но общий контур мрачен. Оставшиеся женщины и дети оказались рядом с человеком, который мог решать слишком многое. Просто удержите эту картину. Атолл без тени. Бараки, где каждый звук слышен. Маяк, который вроде должен звать корабли, но зовет в пустоту. Люди едят то, что еще можно добыть на месте. Птиц, яйца, кокосы, если повезло. Но остров не становится домом только потому, что на нем есть жизнь. Без пресной воды, без регулярного подвоза, без врача и без связи он все равно остается голой платформой посреди океана. Кульминация не выглядит как один взрыв. Она похожа на утро, когда женщина снова смотрит на море и понимает, что вчерашняя надежда ничем не отличалась от сегодняшней. Потом еще один день и еще. А потом происходит то, что в таких местах решается не законом, а последним рывком людей, которым уже нечего терять. Когда спасательное судно наконец подошло к Клиппертону, остров не выглядел как место приключения. Он выглядел как место, о котором слишком долго не спрашивали. По известной версии, выживших женщин и детей нашли в 1917 году. Их было немного. Слишком мало для колонии, которая когда-то числилась постом, частью схемы, строчкой в отчетах, маленькой точкой имперских и национальных интересов. И в этом самое неприятное. Клиппертон не был потерянной сказочной землей. Он был понятным объектом. Добыча гуана, маяк, флаг, снабжение по морю. Все знали, что такие места не живут сами. Но знание не спасает, если оно лежит в папке, а корабль не выходит из порта. После таких историй обычно спрашивают, кто виноват. Тут ответ не помещается в одно имя. Были революция, расстояние, бедность, ведомственная слепота, самоуверенность людей, которые отправляли семьи туда, где один сорванный рейс мог стать приговором. Архивы о Клиппертоне поэтому читаются не как легенда о необитаемом острове, скорее как холодная ведомость. Столько-то людей ждали, столько-то запасов осталось, судно не пришло вовремя. А на берегу все это означало детские лица, ржавые бочки и женщин, которые снова выходили смотреть на горизонт. Иногда катастрофа начинается не с бури. Иногда она начинается с расписания, которое никто не проверил.